my first time joining the KIC 2023 Championship, the casting desk. Of course, these lovely ladies are just, being such a really good compliment. Definitely the excitement is in the air. I can't wait for this panel. I mean, the stadium. And this is going to be twice as big as last year's, and the projection, the light shows, definitely something to look forward to. Of course, we have so many audiences, we have so many supporters from all over, maybe the world. I met like 2 fans coming from San Francisco, make it so far to Chengdu. So yeah, hopefully we're going to be enjoying tonight totally. And before this, how about we take another look at how the final 2 Данжик, teams здорово. managed to put their all way through to the finals. Так. Так, Данжик, ты пока зашел на стрим, подредач, пожалуйста. Хорошее ли качество, хороший ли звук, и что нужно сделать, погромче, потише и так далее. Подкорректируй меня, то я не стримил давно. Уже забыл, как это работает. Кстати, освещение забыл включить. Лол. Стример, проверяйте. Как я так... Да не надо. Кого еболо? Не надо еболо. Давайте обойдемся без ебола сегодня. Так. Так. Не знаю, какой у меня дилей на стриме. Ничего не выставлял, ничего не настраивал. По идее, должно все работать. Привет, Халас, как дела? Варлорд, приветствую. Все неплохо. Не так плохо, как могло быть. Боба, привет. Что, друзья? Ну. Да пока все good, да? Ну, у меня с нетом здесь траблы, поэтому может пролагивать в теории. Боже, ку мне лицо. Ужас. Непривычно тебя видеть. Так. Сейчас чат себе возьму в руки. Ремоник так не купил. Вон, друзья. Сейчас буду с телефона читать. Как лаутир стример. Так. 10 зрителей, ого. Абу, помню, конечно. Еще когда в лиге все ужасно, еще куда слинять из нее. Ну, бывает. Так, я поставлю 1080p. Надеюсь, пока сейчас все будет good. Если звук трансляции, либо мой погромче сделать, говорите. Короче, корректируйте меня. Это тестовый стрим. Никита, привет. Так, я думаю... Блин, непривычно себя не видеть, надо второй моник плюмом брать. Это Unreal. Это Unreal. Купил себе карту захвата новую. Steam Deck себе купил. Не Steam, а Stream Deck. Неправильно сказал. Кстати, еще надо... О, это у меня лагает, да? Сейчас я чекну, есть ли у меня просадки по битрейту. По битрейту вроде не сажусь. Потери кадров нет, битрейт хороший, но... Видите... Стрим, наверное, будем смотреть с небольшим дилеем. 97 зрителей, это только еще... Тизер трансляции. Сколько она? Чуть там назначается еще? Примерно 10 минут, и начинаются у нас игры. Гранд-финал АБО-7. Посмотрим их, попробуем что-то проанализировать. Если будет еще желание, посмотрим, я себе там открыл другие видосики по ходу тоже. Возвращение? Ну, Хогша выходит. Я не буду голословить. Но рекламу закупают ребята, и вроде организаторы уже обращаются к контент-мейкерам, поэтому... По информации, которую мы сейчас имеем, он выходит в феврале. Правдивая ли эта информация на 100%, не могу уверять. Доверяю ли я этой информации? Да, доверяю. То есть, если до этого были какие-то безосновательные... Ну, как безосновательные. Когда релиз был в Бразилии... Сейчас я офну этого чела, он мне калет. Когда релиз был в Бразилии, я так понял, ну... Вообще, да, нормальные игры делают как? Релизится игра в каком-то одном регионе, тестится локализация, тестится вообще, набирает ли она популярность и так далее. И потом уже, ну, кстати, обычно эти игры ставят где-то в Америке, по идее.
на американских серверах. То есть это. А тут решили в Бразилии поставить. Ну, по идее, потому что Бразилия ближе просто к Азии, да, если я географию не путаю. Вот. Протестили, вроде у них там все хорошо, в Бразилии отличный актив, отличный онлайн, отличные отзывы, отличный отклик. Вот. И сейчас уже все-таки собираются релизить у нас игру. Вот. Здорово, благ тебе, успехов. Спасибо большое, Десманч. Как выходит, звучит как мем. Да, Джек, это правда. Это звучит как мем, это точно. Ты в Хок будешь? Обязательно буду, по крайней мере, попробую. Я еще забыл кое-что сделать. Мне надо еще скинуть ссылку. Я через телефон могу это сделать. Так, обратном ключе вам жду. Делиться, копировать ссылку. Сейчас, буквально 10 минут уже начнутся игры. Я пробую их покомментить, хотя сам обладаю не такой огромной базой знаний по игре. Really happy of having you here, Patella. Coming all the way from Brazil, coming to the KIC 2023. What does this mean for you? What is the feeling of being here in China? I'm so happy. I wasn't expecting to be here because здорово. Доброго дня. Привет. Блин. Прямоник обязательно. Я смотрю не в камеру, а смотрю в телефон в бок. Ну ладно. Я уже играл в него, пойдет. Да, я тоже много наигрывал раньше, но уже все позабыл. Как будет ру-сервер, не ждать. Будет ру-сервер, будет локализация, будет даже перевод героев, имен. Не знаю насчет озвучки, но локализации и так далее все точно будет. Да, тем более там вход через ВК есть, на тест там уже добавляли русский язык. Про Бразилию говорят. Ну, давайте послушаем. Сап, что она сказала? Я прослушал. Ladies and gentlemen, welcome to the pre-match interview session of 2023 KIC, and I am Andy with you, and we have Danny. Danny, please say hi. Hi. Hello. I am Danny. Блин, такой зрячий чувак. I am Isaac Peña Mule, and with me I have CEO of A7 Esports, Patella. Yes, hi, how are you? I'm so happy to be here with you. Really happy. Это игрок, она говорила про то, что они переходят на новую стадию. Они из Бразилии, все, понял. Я думал, это просто какие-то разрабы, что-то рассказывают. I wasn't expecting to be here because HOK is brand new in Brazil, so launch on March. So it's everything really new, but I'm feeling so grateful. Thanks everybody who's part of this, and I'm really happy. I hope next year Alpha 7 be here too. Oh, we hope so too. Alpha 7 had a great performance during Я надеюсь, что в следующем году также будет had тут an и так далее. amazing run. Sadly for them, they were unable to make it to the top 8, but it is the beginning of the road. Next year, 2024, what are the plans for Alpha 7? Oh, after everything we saw here at China, we have a lot of plans. Много планов после того, что мы увидели в Китае. Первое. Китайцы учат бразильцев. Ну, типа, играть. Я думаю, у нас все будет лучше в следующем году. Ульхала сказал, что в феврале будет. Ну, да, мне уже скидывали инфу. При выходе игры не будет ру сразу. Откуда такая информация? Не, я понимаю, что надо сначала доказать, что ру будет, но пока нет никаких намеков на то, что его не будет. По крайней мере, я их не знаю. Намеки. Так, ладно. Пока интервьюшка... Интервьюшка игроков. Я чуть-чуть свапну вперед. Вот мы не с большим дилеем смотрели. Бегунтик, здорово.
Приветствую тебя. Многоуважаемый человек. Бедра Фальхала подажный? А что в этом плохого? Ну, типа, нам же тоже что-то надо хавать. Я бы тоже, если бы мне предложили рекламу, я бы тоже продался. Ну, типа, в игру, которая мне интересна, по крайней мере. Понятно, если там какой-то кал играть, откровенный кал, я бы не играл, но я поиграл в Хок. Давайте, они какую-то хуйню рассказывают, я скажу так, прямо. Я читал посты, комментарии под большим количеством постов у стримеров различных, у Вальхалы, у Инка и так далее и тому подобное, у людей, которые собираются переходить в Хок. И я понял, что только моя аудитория относится более положительно к переходу. Ну, то есть, как к переходу, потому что я уже давно переименовал канал, переделал стилистику и так далее. Ну, сейчас еще дизайнер доделывает дизайнерское оформление. И мы будем врываться, вот. Так. А у других чуваков я почитал, там просто люди, не зная, что это за игра, просто открыв, не знаю, наверное, скриншоты или геймплей первопавшийся, такие, да это Mobile Legends один в один. Чуваки, я играл в Mobile Legends около 5-4 лет. Не скажу, что прям на профессиональном уровне, нет, я нигде не выступал, прям не ездил именно, да, но играл в турнирах, играл в командах, ну, играл как АДшник достаточно на высоком левеле. Вот. И я могу сказать, что геймплей Хока, геймстайл его, по сравнению с Моблой, если сравнивать вот Хок и МЛ, если смотреть на графическую составляющую, ну, человеку, который только открыл скриншоты, наверное, да. Покажется, что игры одинаковые. Разница такова. Во-первых, анимации абсолютно другие. В плане, как по мне, в МЛ они сухие. Очень сухие, очень сырые. Если посмотреть файты 5 на 5 в Хоке, анимации очень плавные и приятные. Это раз. Во-вторых, графика абсолютно отличается. Я не знаю, как это передать, но я в МЛ не могу играть абсолютно. Вот после ВР. После лиги, да? Да еще и тогда графику они меняли, и она меня очень карила, вот. А Хок, ну прям, бля, мне очень зашло. Я не знаю, как это объяснить. Вам надо реально поиграть, потестить. Дайте я чат еще на ПК себе открою. А у меня тут есть чат, да? Так. Так официально будет. Вальхала партнер Хока, ему сказали, когда игра будет. Ну, я же говорю, что верю. Верю Вальхале. Ну, я понимаю, что ему, скорее всего, предложили партнерку, да. Потому что он один из крупнейших по вейлдрифту контент-мейкеров. Да и тем более купить контент-мейкера по вейлдрифту намного дешевле, чем купить контент-мейкера по какой-то мобле. У них за то, что они просто в игру играют, платят бабки, как, ну, я общался. Будешь трайхардить киберспорт? Лунтик, давай откровенно, я не тот человек, который может трайхардить и играть в компетитив на высоком уровне. Вот. Поэтому, скорее всего, я буду просто контент-мейкером. Если куда-то позовут, и будет реально приятный коллектив, где и я смогу уживаться, и, ну, будет коллектив адекватный, да, то почему бы нет? Я бы попробовал поиграть. Ти оживши був живий. Хава, привіт. Блуд, привіт. Я був живий. Просто займався своїми справами. В мене був саморозвиток. КЗ, жду Valorant Mobile. Пожалуйста, Абуба. Ошибка видеопоток поступает в камин. О, началось. 6К битрейт. Сейчас должно лагать. Пойдет потеря кадров. Это мой инет головый. Сейчас я пока стопну трансляцию. Maybe нагрузка уменьшится. Вот трансляцию, которую стрим смотрим. Если будет лагать, напишите просто F. Дураки только сравнивают лигу с другой мобой. Угу. С лигой ничего не сравнится, поэтому я не сравниваю. АДК будешь в Хоке. Я не уверен, я хочу джангл помейнить. Я надеюсь, что меня нормально слышно и не прерывается, опять же, видеопоток, потому что если прерывается, то это unlucky. Лига — это своя структура игры.
И т.д. Хок это другое. Да, это абсолютно разные игры, что по динамике, что по геймстайлу. Абсолютно разные ротации, абсолютно разные герои, абсолютно разный скиллсет. И вот чуваки, которые кричат: «О!» Так. Напишите что-нибудь в чат, если меня слышно. А то я сейчас важный спич буду задвигать. Если меня не слышно, это будет... Это будет печально. Это грустно? Нет, это печально. Давайте я сам открою, посмотрю. Напишите что-нибудь в чат, если меня слышно. Да, все норм. Окей, я убедился. Вот, важный спич. Челы, которые сдвигают про казуальность, про 3 кнопки. Во-первых, там есть герои с 4 кнопками, с 5 кнопками, в скобочках с 6 кнопками. Это раз. Во-вторых, из-за того, что кулдауны кнопок ниже, намного ниже, файты проходят не то чтобы динамичнее, они проходят интереснее. Потому что у файтов есть 3 подструктуры. Ты можешь пофайтиться быстро, за секунду у тебя пройдет файт. Ты можешь файтиться, играя от скиллсета кнопок, где будет все зависеть от твоего кулдауна, от проказ дэмэджа и так далее, от кайтбэка. Это вторая фаза стадии, да? Это будет уже средней продолжительности файт. А третья стадия, это как обычно проходят файты. Чуваки просто стоят, паукают друг друга, и никто, все боятся врываться, потому что тот, кто инициирует в хоке, всегда в проигрыше. Не всегда, извиняюсь, неправильно выражаюсь. В большинстве случаев в проигрыше. Почему? Потому что флеши челы тратят only на кайтбэк. То есть не будет такого, как в Wild Rift, что 5 чуваков врываются с флешей, хоп-хоп-хоп, файт закончился. Нет. Такого не будет. Механик огромное количество, да. Есть реально сложные чемпионы. Вот, опять же, почитал, не знаю, у кого там писали. Вальхала выложил, но он выложил Лама и выложил потом Mirror Blade. Вот. Mirror Blade реально сложный чемпион. То есть тебе нужно зеркально тэпаться на свою копию, на свое отражение, которое двигается зеркально тебе. Вот, допустим, типа, ты двигаешься вверх, оно двигается вниз. Понятно, да? По полукругу. И чел такие: да блин, ты там просто чел спамит кнопками. Если присмотреться и поставить на 0.5, чувак не то чтобы таргетит кнопки, он нажимает автоатаку после того, как дэшится, то есть ультой перелетает. Потому что если он не нажмет автоатаку, у него не прокнет пассивка. Но это я вас сейчас загружаю, вы не шарите за эту механику, да? Я надеюсь, я не ору. Я микрофон кто близко поставил. Я просто, наверное, микрофон потише сделаю. Поставь все сообщения. Да, кстати, это ты хорошо сказал. Вот. И там, на самом деле, если понимать, как работает чемпион, механика, реально объективно сложная. А если ты ничего не понимаешь и смотришь со стороны, то он просто кликает в кнопочки. Ты такой: он просто кликает 3 кнопки и всех убивает. Нет, друзья, так не получится, по крайней мере, у челов, которые это пишут. Я знаю этих чуваков, скорее всего, эти типы просто в Wild Rift харса камазы и такие типа: вау, Wild Rift, хардкорная игра. А потом какой-то чувак берет там 0.20 сиона и апает челика за день, да? Вот какая-то работа, по крайней мере, на данной стадии. Вот. Это, если что, не к хейту Wild Rift. Я уже отошел от хейта Wild Rift. Смотри, очень сложно разговаривать, очень сложно доносить свою мысль. Давно не стримил и голова не варит. Вот. Даже Луна сложный чемпион. Деспанч, правильно говоришь. Луна тоже чемпион очень сложный. Один из сложнейших чемпионов. Механика дэшей, механика стаков лун, механика, то есть самого мумента. Если ты неправильно нажимаешь ульту, ты просто умираешь, инстафайте умираешь. Если посмотреть за геймплеем сильных лун, у тебя мозг сломается. Вот. Битрейт вроде восстановился. И отлично. Я вообще этот стрим провожу больше потестить, что у меня с интернетом. Потому что я сейчас фикшу все, что у меня может быть или было не так. Вот. Я подстригусь, не переживайте. А то я не стригся очень давно. Выгляжу как девочка с косичками. Так. Что я себе поставил? Давайте хоть какой-то звук включим, да? А там они уже начинают играть скоро, нет?
Я люблю простых и непопулярных чемпов. Вот себе найду. А, непопулярных челов. Если ты про чемпионов, то окей. Хаулакс. А, это вы... Бля, вы друг с другом... Сука. Вот этот ник, Хаулак, карит меня еще с телеги. Если, надеюсь, Халакс, будешь стримы делать, ты хороший стример. Обязательно буду делать стримы, буду уделять поначалу на ранней стадии огромное количество внимания, времени и сил на создание контента. То есть видео, разборы, механики, все будем вместе изучать, ну кто захочет смотреть. Ох, ебать, у меня что-то... Все, инет лег, да? Нет, не лег. Вроде живем. Что? Вот что это за херня? Смотреть стрим онлайн. Ну давай задержку поставим. Да, инет кал. Ебал рот, если честно, лола. Надоела игра. Ну, это дело каждого, на самом деле. Я и не сужу челов, которые останутся в лиге. Это их дело. Бля, можно, пожалуйста, мне посмотреть просто, ну, трансляцию? Я... Что у меня... Ну, нет нулевой, я так понял. Уже 400 зрителей почти на трансляции. Я рекламирую тебя в нике. Окей. Ты же будешь турик на стриме смотреть? Да, буду турик на стриме смотреть. Если у меня сейчас все вот это вот отлагает... Давайте я просто ребутну страничку. И поставлю на паузу, чуть она пускай прогрузится. Бля, при таком говёном монете удивительно, что у меня не падает стрим. И битрейт вроде показывает хороший. О, сейчас упал битрейт. Но потери кадров нет. И великолепно. Что, погнали смотреть? 144p. Можно мне, пожалуйста, адекватное качество? Вот. Ух, как я не привык разговаривать с самим собой. Это ты чувство, когда ты просто сидишь перед компом и сам с собой разговариваешь, не знаешь, что смотреть. Надо в камеру, вот, ну, на вас. Я куда-то всегда в сторону смотрю, по привычке. Да ёбаный рот. Дайте мне посмотреть стрим. Пожалуйста. Давайте я вот эту страничку, наверное, закрою. Че, грузит? Нормально, живем. Ребят, подскажите, пожалуйста, когда хок можно будет скачать? Ну, когда выйдет? Около февраля. Я бы сказал 30 февраля, но не все поймут рофл и реально зафорсят эту дату. Привет, Инк. Инк, что делать, если у тебя плохой интернет? Подскажи мне, пожалуйста. Ты же шаришь. И битрейт вроде падает, да? Ребята, напишите, у вас проседает качество иногда? То есть, ну, пикселит? Есть такая тема? Или все норм? Я не знаю, что это, ну, что мне делать, с чем это связано. Сейчас я спид-тест могу идти проверять. Антон, привет. Слушайте, азиат. Даже спид-тест не хочет нормально открываться. Что у меня с интернетом? Пиздос какой-то. Вот именно когда включил стрим, просто интернет ложится. Я бы сказал, но тебе этот ответ не понравится, поэтому я ничего говорить не буду. Почему у тебя плохой интернет? Вроде норм был. Так я ж переезжаю каждое... Ну, уже дом купил, но... Там, где я купил дом, нет человеческого провайдера, поверь мне. О, вроде пошел. Пошел нет, да? Смотрите, как грузится. Все.
Смотрите, ставлю 1080, 0 лагов, 0 лагов, 0 лагов, 0 лагов, пожалуйста. Прошу тебя. Живем. Так, дальше себе обратно чат открываю. Ты норм, а YouTube барахлит. Понял. Учитывая, что ты стример, ну, нужно было сначала интернет смотреть, а потом там, где интернет есть, покупать дом. Да у меня не было выбора, где покупать дом, поэтому... Поэтому, ну... О, пожалуйста, Mirrorblade нам показывает, я так понимаю. Хм. Пока онлайн на... Бля, сейчас опять будет все лагать. Смотрите, опять полосочка остановилась. Да. Тайминг, я сказал. Сука. МЛББ, копия доты, слэш Warcraft. Я смотрю, тут интеллектуалы в чате. Ну, пожалуйста, не лагай. Ну, это же невозможно, нет? А, все, битрейт упал, и нет говно, да? Понял. Сейчас дайте я страничку на секунду заблюрю для вас и тест на компе открою. Просто посмотреть для себя, что у меня по скорости интернета. Это просто пиздец. «150 мегабайт в секунду?» Ну и кому вы это рассказываете? При такой скорости интернета у меня все дропается. Не верю. Все, братан, включил. Рил с Warcraft скайпастили, фу таким быть. Можно было сделать перевод, но типа... Это же... Hawk Global eSports, а не Hawk Asian eSports. Я, конечно, не против, но субтитры бы не помешали. Или это какая-то реклама, синематик. А, это команда, нам уже анонсит. У нас кто сегодня играет, по-моему, Чингбу, да, против WB. И ты завис теперь. Вроде потери кадров не ладно. Я не буду париться, просто прочекаю трансляцию. По идее, в записи она все равно должна быть без пролагов. По идее. Чинчан, чинчон. А, это победители прошлого турнира, насколько я помню. Я, конечно, могу их перепутать. Случайно. WB были победителями, да? Да. Вот, показывают, как они стоят на этом. Собирают кубок. У всех иероглифы на никах, а у чела код. Просто код. Это чемпионат, да. И качество какое-то... Ну, сейчас... Ну, с телефона, по идее, должно быть нормально, вы не должны жаловаться. Чисто в теории. Сейчас себе открою. У меня 2К стрим. Ого. Может, надо было просто 1080 поставить би. Ну да, с телефона вообще отлично. Выглядит великолепно. Чемпионат мира среди азиатов. Ну, пока да, пока нет конкуренции. Хотя я сомневаюсь, что будет сильная конкуренция челам, которые играют около 8 лет в эту игру, да?
у которых уже сформированные стаки, сыгранные стаки. Конкуренция вряд ли будет такая большая. Бля, слишком затянутое начало. Я понимаю, это чемпионат, там, финал, гранд-финал. Все должно быть круто. Ну, пожалуйста. Не душите. Давайте просто посмотрим игры. Посмотрим пики. Ее и не будет. Ну да, я об этом же. В Лоле была конкуренция? Нет. Никакой. Погоди. Ты хотел задать по-другому вопрос. В Лоле был киберспорт? А, когда-то был, помню. Да. Было весело. Но конкуренции не было. Да, Инка, вначале тоже не было. Давай так, ну. Азиаты... Азиаты это азиаты. Кис 2023. Про мать было лишнее. Я считаю. Была в начале большая. Назови мне, пожалуйста, топ-3 команды. А, у нас же, погоди, у нас вообще было объединение азиатских команд и Ю-сегмента. Азия разве не друг с другом играла? Когда релиз в Европе. Не только в Европе, в СНГ, в феврале, по идее. Это не ко мне вопрос, друзья. Я не официальный партнер Honor of Kings. Там есть ребята свои, которые делают анонсы, которые все расскажут. Я пока что по хоку начинающий контент-мейкер. Скажем так. Чё они так стали? Чтобы их видно всех было? Бля, эти палочки рафляные. Не, ну выглядит круто. Я бы хотел съездить. Даже не понимаю, что там происходит вообще. Ну, типа, просто посидеть, получить эмоции. Было бы прикольно. Было бы круто. По хоку-то дофига контент-мейкеров, которые все знают и все рассказывают. Да. Вейбу. Нави были с китайцами. Я уже Diamond ботов обыгрываю. Инк, давай, ну, не преувеличивай свои возможности. Что-то на реалистичном. Diamond боты Хока не переигрываются. У них компетитив составляющая лучше, чем у любой команды в Wild Rift. Да, кнопки, может быть, они жмут, ну, плоховато, но... Смещение по карте, командная игра и так далее. О, кубок. Так, показывают противоположную команду нам, да? Так, ну, сначала... Они руки друг другу не будут жать? Я думал, мы начнем с уважения к друг другу. Пожмем руки. А, это в конце будет, да? Там еще мастер боты и максимальный уровень ботов. Там киберспорт. Не сомневаюсь. Do have their own history, right? And they've been craving for this trophy for such a long time. A lot of background stars are hiding between these two teams, and definitely this is going to be the D-Day for these two teams to just achieve their craving dreams. That's right, and these two teams have something in common. The championship for these two teams are long overdue. Definitely, we haven't seen a champion
for, you know, Beijing Weibo since 2020. Можно Also поздороваться. for AG since 2019. So that is a long day, long time they haven't reached their goals yet. But today, something is about to change. Definitely, we're gonna rewrite history as it happened today. And I mean, just like speaking to the history. I mean, speaking to the history, that Так, spring я season, I don't на know секунду if you guys remember that at офну поковырку. 2020, that year, the spring season, Потом опять вам that was the включу. year that Weibo, Пока просто буду разговаривать. right? They made their reputation, made their history in the game. Вот хочу, если честно, только проснулся недавно. Думаю, да, полюблю. Вчера обещал, что если... Накидайте сердечек чуть. Когда уже игра выйдет? В 2029 году. Еще в феврале. В феврале. Анонс должен быть через час, ты в этом уверен? После матча, так это БО7. БО7. Больше часа будет идти, по идее. Турнирные? Нет, турнирные игры не умеют заканчивать игры, поэтому там они от 13 до 17 минут идут. Судя по прошлому турниру. in that finals, maybe the history is going to rewrite itself, or otherwise the completely new generations from AG is going to be giving us something different. This is all there for us to witness. And you know, I have to say this, what the reason Ваник, мы же серьезно в КОК будем играть, поэтому надо учиться быть контент-мейкером правильным, турниры комментировать. Давай, заходи в Discord, будем вместе комментировать. Или не хочешь? Spring season champion, that was the Wolf. They beat the summer season champion, that was the TTG, and they beat the biggest dark horse so far in KIC, that was the KIC. Да, Инки, я вижу тебя в Телеграме. Yeah, that's really impressive, you know, Weibo going into the bottom bracket, doing the clutch win all the way till now, but definitely also on the AG side, they've been having a really great season. You can see that Cat joining team. Grand announcement. Ого. Увидел. They're searching for something to find themselves. Это по какому времени? They have the right criteria for this championship. 19:35 это по Азии? We're in the stadium at the Chengdu Stadium, so тебе жена не the разрешает. fans are here. They have the excitement, so definitely this is gonna be AG here. They've been finding themselves and they've been finding the perfect team composition right now. No losses, and maybe they're gonna continue this winning streak throughout the grand final. Completely agree. You can see like AG, I think Там слабый чемпион. finding a perfect chemistry, you know, when it comes to the Давай roster. без буллинга The кого-либо. top side Shannon is making super amazing job towards the rest of the teams, and you can see those collaborating, those synergy are there with Zhongyi, right? The jungler and the top laner, they create quite a beautiful triangle on the top side. I think, yeah, they still have a lot of regrets in the Challenger Cup, where they ran it only in the second place, going against Wolf. But this is it. They have been taken down Wolf like to 2 times in 1 row. They have already даже показывают. defeated their Full story. worst nightmare after all. So yeah, I think Видите, даже AG азиатов fully есть коучи. fired up. А у вас нет? I agree with you because this is such a tough year for AG, right? Because we know that they started their journey this year with a totally different lineup. Shivishan was the only one that remaining in the starting lineup. The only familiar faces. Yeah, exactly. And when we're Ну, watching the значит, champions, через the Challenger Cup, час they were Grand defeated by Announcement Wolves смотрим. and then just made it as the runner-up. Получаем Like you can see like those highlights they made удовольствие. in KIC so far. They built up, they regrouped the team with a totally different starting lineup and got their first runner-up. Как мне поставить телефон, чтобы он не And падал? right now, they're Инк, stepping пойдем into the поучим final в again. киберспорт. Yeah, definitely. Also, last time when they competed in the last year of KIC, Инк уже that давно time, достиг Shivishan was уровня probably выше. the only Он former member коуч of коучей. AG right now. Look at here. Он AG учит людей, которые have учат 4 людей. different members with Shivishan Задумайся. right now, so they're gonna have that better composition, the better team roster here, and I'm feeling like definitely they're gonna have that a little bit of advantage here because the hometown advantage here against Weibo. I mean, coming in at this point, they have могу nothing to перевернуть lose. They телефон? need to go and finish the job. But you know И он не what? будет работать автоповорот, да? Of the time you actually have, Господи, you know, working with автоповорот, the я не rest of включил, the всё teammates, понял. these 5 men О, sticking around from удобно. Beijing Weibo, Вот это they удобно. are all there for a lot of years.
that these 5 members have been staying on the same side for a long time, and not to mention, I think starting from Beijing Weibo, they are actually the very first team given us the debut of the 2023 KIC, and it's there, like still here, waiting to finish the KIC from the very beginning to the end. We all have Beijing Weibo. They were beaten by Wolves. Давайте пробуем right включить. now, at the end of year, right? They play from the beginning till the end in KIC, and right now made it to the final. And also in that lower bracket, when they play against KSG, they just had their 700th anniversary to play with each other. So definitely, this is totally like AG, the refreshing team. Какое долго у них начало, конечно, надо было попозже подрубаться. Но я думал, типа, если будет долгое начало, я подрублю просто видос. Вы слышали? Чувак просто помахал рукой, и там зал начал кричать. И в основном девчонки сидят. Ну или нам показали просто какую-то женскую половину. Мы у них разделены. Так, стоп, я еще чекну, меня нормально видно, и... Да, меня вроде нормально видно. Давайте смотреть. Больше не сапаюсь. Сколько кстати онлайн? На трансляции еще игры не учились. 636 человек. Турнир смотрит. Это, по идее, большинство здесь чуваков из Бразилии, да? Кто в чат пишет? Ну да, по идее. Гонконг, Бразилия должна быть. Amazing teams ever. Obviously, it's fair to say that these are the top 2 rounds for the year 2023 KIC, where Chengdu AG will be on the blue side, while именно игроков не буду читать, чтобы их не обижать. Потому что когда меня называют Влад, мне неприятно. Так, пошли баны, бан стадия. Все, первая игра. БУ-7 у нас. То есть до 4 побед. Я не понимаю, почему китайцы еще в киберспорте. Им же разрешают играть только пару часов в неделю, уже давно как. Это тебе кто так сказал? Я думаю, если спросить у любого из игроков, они тренируются каждый день по 7-8 часов. Как тебя зовут? Меня зовут Вадим. Так, Зима — это Майшираю у нас. Это либо мидлейнер, либо джанглер. А второй чемпион, я не знаю, кто это. Потом у нас идет Mirror Blade. Джон Кью, я не знаю, кто это. Это никнейм чувака, игрока самого, имя его. Не имя, никнейм. Не путать. Третий чемпион — это, по идее, мидер у левой команды. У правой команды левый чемпион — саппорт. Третий чемпион. Сори, путаюсь. Закон жесткий по играм вышел где-то год назад. Не знаю. Будешь Вадиком, у меня друга нагрится, когда его так называют. Джинклес, да, Джинклес. Это знаю. Это Mirror Blade, Джинк. Интересно, как у нас ее переведут. Последний бан у WB командам — это Адешник. Вот сейчас правая команда берет Лесника. 4-й пик — это Лес. Я не помню название героя, но я знаю, что это джанглер. Знаю его скиллсет. Да, джанглер. А это Адешник. И саппорт. Кэт на саппорте и Субиченг на Адешнике. Это либо топпер, либо... Погоди, у них будет Майшираю в мид, и... Я не сапну, окей. Юки Ташибана, вот, спасибо, что напомнил. Ты уже подготовился, да, к игре? К выходу?
like Beijing Weibo, I think that composition is so good. You can see those aggression, those dive in, those assassin bursting damage, late game team fights are all there. They have slims and to pair up with a Jinrin. So my main question is, Shubi-Chen, is him safe enough? Если нужно сделать погромче комментаторов или потише меня говорить, или наоборот потише комментаторов. Is it a very safe choice when it comes to marksman, the remaining hero pools? Is it? Yeah, I mean, like, I totally agree with you because, I mean, AG, definitely Jin can be super devastating in the early game, but after all, it is going to be the marksman-oriented teams, right? Both teams are also, are both... Там саппорты смайт? Да, саппорты часто бегают со смайтом, потому что игра в хоке почти всегда играет через агрессию. Объясняю почему, потому что джангл клир очень быстрый, и крипы просто не успевают паки, крипов не успевают спавниться. У тебя почти всегда пустой лес, если ты грамотный джанглер. Вот, и поэтому ребята инвейдят друг друга, тем самым образовывают преимущество по фарму. Когда уже выходит эта игра, Хавлакс, в феврале. Звук норм. Хорошо. Ну, я скажу так, у левой команды 3, по крайней мере, чемпиона, которые я знаю, играются от лейта. Поэтому они рассчитывают играть через оверфарм, поэтому и берут дабл смайт. Можно комментаторов потише. Без проблем. Вот так нормально будет? Я видел только у топера смайт, саппортов это что-то новенькое. Саппорты тут основная роумящая позиция, поэтому на них смайт берется достаточно часто. Топеры тоже берут, да, топеры, потому что сами могут инвейдить, играть через агрессию. Обычно топер может просто зайти и забрать у джанглера Red Buff, у противоположного джанглера. В основном мейн-файты начинаются с блу-сайдов, с блу-кемпов точнее. Как-то тихо стало сильно, нет? Чуть громче сделаю. Они либо тише стали говорить, либо что еще? Чуть-чуть громче сделал. Ура, 1000 лет ждал, когда ты уже будешь стримить и записывать полезные гайды по этой игре. Отлично, мне приятно. Надеюсь, что в конце объявят какую-нибудь инфу по поводу глобла. Смотри, мне Инк скинул какой-то грант. Как там было? Сейчас чекну еще раз. Мне Серегу скинул. Грант анонсмент. Вот. То есть грандиозное обновление. Ой, не обновление, а уведомление. Ну как это грамотно переводится, я забыл. Я понимаю на английском значение слова, но не могу перевести. Чуть погромче комментаторов. Короче, вы... Они, по-моему, тише стали говорить, поэтому я все-таки громче их сделаю. Чуть-чуть. Вот. Вначале у нас саппорты всегда выходят в мид, АДшники стоят на АФК-фарме. Как вы могли заметить, даже АДшник сместился в мид. Кстати, интересно то, что красная команда вообще не пошла в свой лес. То есть никто кемпы не забирает, просто они пошли отжали на топе у них один пак и пошли свой лес клеить. А свой блу-сайт вообще не клеит. Пошли сразу через агрессию играть. Почти минус АДшник. Окей. Сейчас, секунду, я последний раз свапнусь. That's right, Shubi-Chen looking a little bit, suffering at the bottom lane, but no problem. The pressure definitely is going to be back on this. Level 4 already. And Perspera goes to Weibo. This is going to be the first battle. И обратно включаю камеру. Все, больше не свапаюсь, обещаю. Ну, как я и говорил, у красной команды фулл на агрессию на early game расчет, а у левой команды, у синей,
через full farm. Ребята собираются играть. Грандиозное обновление в 19. Там 19:30, 19:45, что такое. Да. Ну, это по их времени. У нас, как говорил Ник, через час. Кстати, очень странно, фулл агрессия в этой катке проходит через АДК-линию. Обычно АДК-лайн это просто фулл фарм. Скорее всего из-за того, что у синей команды просто АДшник слабый в early гейме. Ну как слабый? У него скиллсет не рассчитан на прокасты. Это чисто атака. Героев атаки. Скажем так. Вот эта крыса, похоже на Твича, это АДшник, оказывается. Слимс, спасибо за подсказку. Минус. Хорошо. Задавили. Зря они на самом деле скины разрешают на этот турик, потому что много кто смотрит турнир и знает просто анимации обычных чемпионов, но не знает анимации скинов. Допустим, у Джинк анимация ульты вообще непонятная. Лично для меня. Вот этот топпер в углу команды это Шен, насколько я понимаю. Ну, агрессивный пик уже себя проявляет. Перефарм в 1000. Not bad at all. That's right, Cat using that ultimate to push those Weibo's teams away. Now they're gonna peel back a little bit because the Джанглер мне очень нравится в этой игре. Тоже Тачибана. Он с интересным скиллсетом. У него кнопки КДшатся, что и ульта, что первая, вторая QE. QWE. Все кнопки КДшатся очень быстро, и поэтому он прокастит, но с очень быстрым прокастом. Но это балансится не таким высоким уроном и хорошим сустейном. У него с ульты сустейн неплохой. И теперь они пошли прессовать просто топ-лейн, да? But for AG's side, they got one more day to prepare for this final. So definitely AG is not in panic. On the other side, you can да, Соларус вообще в начале дэмэдж не дает, если вы можете увидеть. То есть это вот этот дэшник, который у Блусайда. Они сейчас пак забирают, скорее всего, объект идут брать. Либо, за Блусайд, за Блубав будут драться. Не знаю, Майша Рью тоже очень сложный чемпион. Она сквишовая, очень сквишовая. Одна из самых сквишовых чемпионов в игре. Но при этом у нее дэмэджа просто ёбнешься. Они таврку отжали просто, окей. Графон, конечно, неприятный. На любителя. Мне нравится, не играй. Опять же, это все вкусовщина. AG have to do is they need to pull something out of them right now. They need to do something right now because Weibo is in the lead. If this keep going, I feel like AG is going to be trouble. Yeah, I feel like AG is a little bit behind right now. So as you can see, when they just like почти 2000 уже перефарм. Но тут full пик, я так понимаю, рассчитан на умение дефаться и играть от минус преимущества, минус прием.
the consecutive victory not only just brought them into the zone, give them the momentum, but also constantly build up the confidence. The solo opportunity found here. Один в один. Джин Джин просто уничтожает Мэш Раю. У нее на 3 левела даже больше уже. На момент файта была на 2 левела выше. 2-0 уже джанглер. It's okay. Amazing. It's okay. It's totally trustworthy for Zhongyi to use this Jin, and I mean, like he already got 2 kills in his hand, so that's like gonna be great. All right, mid-turn goes down here for Beijing Weibo. The fights are happening. Zhongyi jump in. Xenia goes in, and that's gonna be ultimate. 1-man falls, 2-man falls. Weibo has those 3-man going. It's gonna be almost an ace here. It's gonna be Charlotte going down. Я думал, у них минус прио будет. Минус приоритет. Они просто на кайтбеке в опене поймали челов. Минус 4 в секунду. А, они закомбили саппорт с кем? Кто-то влетел. Саппорт стопером. Стопер заинициировал, саппорт подфоловил. И все, дабл контроль, пожалуйста. Никогда не играл во МЛ, плевался на игру, пока не затестил на Бразилии, сделал слова обратно. Играется приятно, карта под ногами нарисована красиво. Я согласен, если поиграть, очень приятно играть. Я поначалу посмотрел, мне не понравилось, честно скажу. Да, Соларус инициирует тоже хорошо. Контроль у него есть ульты. У него только ульта контролит, насколько я помню. Пушка у него, первый скилл, это он может сплэшом бить, стрелять по всем чемпионам, потом по 3. Вэшка это у него дэмэдж, а ульта это стан. Причем, чем дольше летит, тем больше станет, по идее. И больше дэмэджа дает. Ну, пожалуйста, стан опять. Правда, саппорта. Я не фул кнопки сейчас, если в него разряжают это, но... Не уверен, что хорошо. Нет, нормально. Я просто думал, что красная команда будет как-то пытаться контринициировать после потери всех кнопок от булсайда, от был команды. Но нет. Их, по идее, просто меньше было. Их было 4 в 5, они не хотели играть. Опять же, объекты спавнятся, они сейчас просто будут трейдить объекты. Еще редбаф отжимать. Кстати, может быть, минус джанглер, да. Ебать. Он просто шотнул. Его кечнули, и он просто шотнул. Но не выжил, к сожалению. Но 1 в 3, да. Красиво. Ну, пока выглядит как просто в калитку для AG. Чего фанатеют азиаты? Без, а что с сам? Я думаю, просто мы не понимаем весь суть происходящего. Грамотность прожатия кнопок, грамотность ротации, поэтому... Ну, выглядит прикольно просто. Но ничего фантастического, да? Если понимать, что здесь происходит, я думаю, это круто выглядит. Это 6-й уровень игры. Забавно, что падение ВР дало больше хайпа. Во-первых, я не уверен, что вообще есть такое понятие, как падение ВР. У него всегда будет своя аудитория, это раз. Во-вторых, количество аудитории ВР в принципе не может никакого хайпа дать никакой игре.
Халакс, надеюсь, ты не уйдешь в эр? Поверь, нет. Вам же самим будет неприятно смотреть, если я буду просто, сидеть и ныть. Мне кажется, каждый второй контент-мейкер по вейлдрифту просто ноет. Пока что самый, адекватный, как сказать, адекватный. По факту, да, адекватный, не ноющий контент-мейкер по вейлдрифту, у которого стальные нервы — это пух, по идее. Я не знаю, я не заходил к нему давно на стримы. Может быть, он тоже начал ныть. Ну, по крайней мере, насколько я его знаю, он не должен ныть. Он ноет? Каждый первый. Пресс-хо, когда выйдет в феврале. Это 30 февраля. Ладно, они начали орать, я чуть потише сделаю. Там у них происходит просто жесть. Бля, они с лейт-пиком заканчивают игру за 13 минут. Ну, пока не заканчивают, но... Ладно, заканчивают. Окей. 16-4. Прикол. Возможно, я просто очень мало понимаю в тимкомпе. И чуваки взяли, наоборот, не лейт-пик, а какой-то супер агрессивный в начале пик. Но, насколько я знаю, чемпионы, которые у них были, они играют с атлейта. Но Джин фантастически просто выпрямила. У нее там оверфарм был, по крайней мере, по левелу. Огромный. Хотелось бы жесткой моба, чтобы модельки персонажей на куски кроваво разрывала. Какой-то Mortal Kombat в мире моб. Не знаю, я бы в такое, наверное, не играл. Но для меня моба это моба, больше тактическая составляющая. Мяуст. Привет. Тут лейт начинает в 7 минуте. Не 7-й. 7-й мидгейм. Не 7-й мидгейм, а на 7-й уже мидгейм идет. Лейт где-то с 10-й. Вот, лейт, а гиперлейт это 15-я минута. 20-я минута это объект, который ты забираешь, и там уже можно эндить, в принципе. Арена Палар на голову выше этой игры. Я не играл, не был. I feel like I do like the cohesion and also the trust right now in AG side, right? Because from the draft in game 1, we already so surprised. Бля, и вот опять, короче, комментаторы громче, чем аналитики. Я так понимаю, это, команда аналитиков, которые там рассказывают, о, как они круто сыграли, как они круто проинициировали. Вот. А у комментаторов прям микрофон погромче. Мужик с квадратиками, это мидер, да, прикольный. После видео Лего я удалил ВР и не буду возвращаться больше. Какой смысл с этой игры, где побеждает видео за счет чуваков, которые хотят держимы и горят из тиммейтов? Я считаю, что я был чуваком, который всегда потел и горел. Я не то чтобы даже потел, я сам много троллил, но у меня всегда был очень высокий КД и ОСС. Это замкнутый круг, понимаешь? Если ты попадаешь в где у тебя типа играют по 0.10, ты всегда будешь играть счетом там, не знаю, с 20 киллами, с огромным количеством урона, потому что ты единственный кор в команде, по факту, единственный кор. Вот. И у тебя всегда будут высокие статы. А чем выше твои статы, тем хуже тебе кидает команду. И это круговорот говна, понимаешь? Поэтому если ты попадаешь в этот пул, тебе просто надо начинать играть как ущерб. А интересно ли играть тебе как ущерб? Ну, дело, конечно, твое. Лично мне не интересно, поэтому я и ливнул. Лидер шахматист единственный макс, имеющий пассивку в виде неуязвимости при попытке умереть от какого-то. Ну, это не проблема БР, а просто сущность людей. Какая разница, какая моба, если всегда токсики будут. Немного не понял, что ты хотел донести. Ну ладно.
towards that mid game, everything, you know, went different. Everything went different for AG, and they went smoothly after that Jungyi got the rhythm off. So yeah, I would say, you know, early game still go to AG. Weibo still have to do a little bit better defensively. Огромный. Посмотрите просто лес. У лесника гапнули по полной. Почти 2 раза перефармил. Джинг перефармила. Это очень сильно. Но опять же, учета Чибана, это, по моему мнению, не экспертному абсолютно, потому что я просто банально не наиграл еще такое количество игр, чтобы анализировать грамотно. Учета Чибана это не скиллап герой, то есть его зависимость от скилла, ну где-то на 3, на 3 из 10. А та же Джинг это где-то 9 из 10, то есть там ты должен кнопки жать грамотно. И на таком уровне игры, на высоком, чем лучше ты играешь, очевидно. Бля, опять они начали орать. Чем сильнее ты играешь, тем лучше ты раскроешь потенциал скиллап героя. То есть, тем больше импакта сможешь внести на нем. Жду контент-контрибьюти героев. Будем делать все, когда выйдет игра. А почему игрушка лагает достойно прям? А почему игрушка лагает достойно прямо? МЛ не лагает, Хок лагает, я даже ресурсы не скачал. Не должен лагать, у меня вообще не лагал. Он еще, в принципе, не вышел. У тебя, наверное, ты бразильскую версию играешь, и там пинг. Как выйдут сервера? О, это у меня... О, инет пошел. Да. Да, у меня опять дропается инет. Смотри, друзья. Сейчас все вернется. Сейчас. Джинг сложно остановить, когда нету одиночного контроля, особенно таргетного. Тут правда. С этим я согласен. Геймурлок, привет. F? Да, F. Развисло, я понимаю. Сейчас у меня, по идее, развиснет полностью. Ого, меня откатило. А что с инетом? Можно поинтересоваться. Битрейт упал очень сильно. Ну, как обычно. Не живем. Давайте я вернусь, попробую вернуться. Так, теперь остановлю чуть-чуть. Пускай прогрузится в буфер. Следующая игра через 4 минуты. Какая есть версия, кроме бразильской? Китайская. Какой классный подарок перед Новым годом. Не вижу, что это прям подарок. And think about other priority heroes to ban away later. But look at the crowd. The crowd is insane, Janai. What are they shouting? It's Weibo or AG. I can't really like hear it, you know, clearly because we're wearing those like sound canceling earphones, but you can feel the vibe here. Everyone here at the stage, we're like standing right to the Chinese channel. The casters are all high tensioned up here. So what's there be on the like second round? We still have a little bit time ready for this. Жду Хок, так как ВР удалил. Нет кайфа играть в нее. Ну, приветствую тебя в комьюнити покеров. Ну, блин, сколько месяцев стримов не было? Ну, правильный вопрос, сколько лет? 1 год. Я не стримил и не создавал никакого контента. Можно сказать, я восстанавливал нервы после Wild Rift. Теперь я полностью спокоен. Полностью адекватен. Вот. И рад вас видеть. Не ожидал, на самом деле, онлайнных 50 человек. При том, что у меня еще дропается инет. Я постараюсь это как-то пофиксить. Позвоню провайдеру. Попрошу, что, ну, типа, чуваки, давайте как-то сориентируемся. Так, охота Ламы или Мусаси увидеть. Да, Лам по-любому будет. Я уверен, более чем уверен. Я надеюсь, что чувак, который на Джинг только что играл, ему забанят Джинг, и он такой... Лама, пожалуйста. Кому-то Хок станет подарком, кому-то еще одной головной болью, а третьим, как объект ненависти из-за существования МЛББ.
Почему из-за существования МЛБ объектом ненависти Хок станет? О, мне кажется, на самом деле, вот смотри. Как часто ты слышишь у вейлдрифтера? Давай так. Если вот сейчас провести опрос, чисто теоретически, взять 100 вейлдрифтеров и 100 игроков в Mobile Legends и спросить, что вы думаете о вейлдрифте? Сейчас, как бы не смеяться. 99,9 землекопов вейлдрифтеров ответят, что Mobile Legends это помойка и вырви глаз игра. А знаете, что ответят 99,9 землекопов из Mobile Legends? Они скажут, половина скажет, что ну окей, игра есть, прикольно. А вторая половина скажет, что типа, а мы не знаем, что это такое. Что такое вейлдрифт? Вот как будет. То есть я не слышал ни одного MLB чувака, который сказал бы, что вейлдрифт это кал. Вообще игра говна. То есть они не хейтят ничего. У них аудитория, которая, просто играем в игру. Просто прикалываемся. Когда Хок в Global выйдет, есть инфа в феврале. Мне нравится вейлдрифт, мне нравится Dota, я бывший MLBB. Вот, уважение. Вообще, всем игрокам Mobile Legends и Bang респект. Я, конечно, не могу играть в него, но... Я просто вейлдрифтер в душе. Я удалил VR и перешел в ML. Главное, вейлдрифтеров не спрашивать, что они думают о вейлдрифт. Да-да, Инг. Мы с друзьями собрались бухать, перед Новым годом мне вообще рандомное оповещение пришло. Ну да, Хаулакс, ТГ... это вы друг другом общаетесь, окей. Ты вроде с MLBB начинал когда-то. Я не стримил MLBB, но играл в команде. Мы создали свою команду с друзьями. Около 5 лет назад. Опять нет просить дать, да? Около 5 лет назад я играл. Начинал играть в Маблу. Наверное, даже больше. Около 6 уже. Вроде не отвернулся. Живем. Надеюсь. А потом он захотел насилия над собой и скачал вейлдрифт. Так, осталось вспомнить, какой у меня ак с модеркой или без нее посидеть. Так, можно ходить с модерки. Why not? Удивительно, что я помню никнейм почти каждого активного человека в чате. Помню, кто это, я... Не знаю... Почти со всеми, наверное, лично общался. Ну, не почти со всеми, а со многими. Да, может быть, с кем-то парой сообщений перекидывался, но... Лицо каждого помню почти. Допустим, Хавлок, если я не ошибаюсь. Это такой чувак с темными кудряшками. Если не ошибаюсь. Просто по памяти говорю. Если это вообще твоя фотка была. Мне мало не зашла по графике, да и механически она как-то слишком просто что-либо выглядит. Ну, в целом согласен. To be an open choice, then definitely Kathleen might be the answer. I don't know. I feel in that way, and I mean like the most fun fact about game 1 and. Потому что многие с этими никами здесь сидели. Да больше даже не здесь, наверное, а по телеге. Пошел бан. Бан АДшника. Они поменялись местами уже. Теперь у нас WB. С левой стороны AG с красной. Второй бан АДшником. Короче, я понял, они сейчас хотят чисто через АДшников выиграть, да? Сейчас будет 5 банов АДК. Не так давно тебя смотрю, но помню, как благодаря тебе научился играть над Рейвенем, хотя раньше его ненавидел. Ну, Варлорд, честно, тебя я не помню. Чайте прям активно. Ну, может быть, я говорю, я больше людей помню, которые в телеге у меня сидят. Я часто чат открываю, читаю, что там переписываетесь, редко сам пишу. Иногда отвечаю на вопросы, ну как, всегда отвечаю на вопросы, которые, когда меня тегают.
Неожиданность лесников по типу тоже Джин сложно противостоять бабочку. Это легче подавить из-за ее предсказуемости. Про какую бабочку вы говорите? Какую бабочку банят? Я не понимаю. Бабочка. Стоп. Кто бабочка? Вы о чем? Лиса девочка? Ну, лиса девочка. Хедвик, привет. Вот Хедвика помню тоже. Две имбы из АОФ пришли. О, это первый чемпион у AG, это любимый герой Инка, ЦМ-ка, если я не ошибаюсь. Второй чемпион, помню аватарку, но не помню, кто он. Первый чемпион у WB это Лесник. Вы меня подправляете, если что, я просто по памяти говорю, я очень давно играл. Первый бан правой тима. Окей, это бабочка. Будем знать. Бля, так непривычно, когда ты знаешь меньше, чем знает твой чат. Абсолютно каждый почти отписал, ну типа, ты такая бабочка, я такой, чё? Такая бабочка? Вот третий чемпион AG это АДшник. Причем прикольный АДшник. Кто такой Линк Чен? Вот, тип с ником Линк Чен. Ладно, я просто не буду их опять же оскорблять. WB, второй и третий герой, я не знаю, кто это. Вот четвертый бан у WB, если я не ошибаюсь, это джанглер. Причем супер прикольной механикой. И вот пятый бан у AG это топер. Топер, у которой 5 кнопок, 2 стадии у нее, 2 фазы есть. Она может переключаться во время файтов. Правильно я говорю? Бабочка это что-то типа Кайна и Мастер Yi по механике. Становится неуязвимой. Окей. Так, Инк написал, что сейчас ему Майена нравится. Майена, кстати, да, прикольная. Ну, кто ОФ играл, поэтому тут, я уверен. И вроде из ОФ переместили, так как ОФ будет перенос аккаунта в ОФ. Я, как не играющий человек в ОФ, отношусь более даже отрицательно к этому переносу. Потому что, ну, хочу, чтобы все начинали с равных условий. Ну, окей. Так, четвертый пик у WB это АДшник. Пятый это, по идее, топер. Значит, могу предположить, что второй... Ладно, они поменялись местами. Теперь пятый герой это саппорт. Могу предположить. А третий герой это мидер. Лично мое предположение. А пятый герой у AG с ником Кэт, который чувак. Это что? У них есть мидер, есть АДК. Первого, второго и пятого героя я не знаю. Юми у правой тима. О, это Юми. Все, я понял. Пятый герой. Стоп, почему она с озлоблением? Это ж... Стоп, у нее... Как это называется? Самонерка? Вот эта херня. Флэш, да. Оцепенение там есть. А вот у чувака с ником Кэт, это по идее Юми, да? Это озлобление, которое дает скорость атаки, скорость передвижения. Я правильно говорю? Да? Или нет? Зачем ей этот скилл? Типа, когда она сидит в чемпионе, допустим, в АДшнике, они жмут, Юми жмет ослабление. Короче, как бы это у нас в Вайлдрифте было? Я забыл, что в Вайлдрифте... Я забыл про Вайлдрифт, самонерку, которая ускоряет вдохновление, да? Я вообще забыл все. Ладно. Ну, короче, типа, она нажимает ослабление, когда сидит в ульте, да, на чемпионе. Это же ульта у нее, по идее. И дает бафы АДшнику, условно говоря. Это лайфстил. Ну окей, а зачем саппорт лайфстил? София, приветик. Вот Софию тоже помню. Вдохновление в ММО. Да. Нет, Инк, это не экзост. Это точно не экзост. Экзост это другая тема. Там. Я говорю, это дает скорость атаки, или, ну вот лайфстил, как говорят. Лайфстил, по-моему, тоже дает, да.
Ну это чисто тема для АДшников, насколько я знаю. Ну видишь, АДшник, допустим, у команды AG не настолько мобильный, поэтому он берет флеш. Главное, что мы тебя помним, а ты нас уже помнишь. Все верно. Шел фаст клир мида. Окей, это мидлейнер, WB. Это чемпион. А второй чемпион все-таки саппорт, да, все, окей. Я, значит, все правильно угадал, хотел сказать. Ебать, он просто на 40-й секунде выбивает флеш под Т2. Найс чемпион. Это, кстати, не ульта у Юми. Она может залазить не с ульты. Видите? Это я думал, что это ульта, потому что очень редко садятся чемпионов. И озлобление она прожала, видите? У нее оно в КД. То есть она залезла в ВДшника и прожала ослабление. Озлобление. По идее. Сейчас посмотрим, на это надо обратить внимание. Если это так работает, это крутая механика. Блин, почему я не могу посидеть на любом стриме хотя бы часик? Дурацкие закупы перед НГ? Ненавижу. Ничего страшного, можно потом... Я сомневаюсь, что ты захочешь пересматривать. Больше сидишь, я так понимаю, на стриме. Ну, я еще буду стримить, поэтому ничего страшного. Это чемпион, который на меду есть в глобальной версии сейчас. Не знаю, бразильский, конечно, да? Вроде есть, но он по-другому перенесен. У него другая моделька. Но стримы будут еще на постоянной основе, начиная с февраля, когда игра выйдет. Я себе уже все закупил, кроме нормального интернета. Кстати, можно погромче сделать. Значит, привязка дает баф отдохновения. Да, вот я об этом говорю. Ну, это я не говорю, я предполагаю. Не утверждаю. Что за моделька интересна? Блин, я не помню, но я видел чемпионов с похожим скиллсетом. Он тоже кидается такими шариками, но с другой анимацией. Почему у тебя игра Dota 2 стоит? Я вообще никакую игру не ставил. У меня, хочешь сказать, поставилась Dota 2? Ладно, сейчас телефон чекну. Когда игра выйдет в Европе, в феврале. Надо было название стрима, на самом деле, написать, чтобы... Не, у меня стоит игры, King of Glory вообще стоит. Я не знаю, как это работает, она сама выбирает. Ну, заметьте, эта катка уже менее динамичная. То есть в прошлой игре просто фулл агрессия в начале шла. Ничего не обновляется. Больше похож не на Юми, а на SC из ML. Ты смотришь на красную команду до линию или на синюю? На синюю на SC похож чувак, да. А у красной команды это Юми прям. Один в один. Залазит в чемпиона. Вот, видишь, залезла только что. Вот, а СС бегает рядом у синей команды. Я причем сам не ставил вообще игру, это YouTube. Этих героев в хоккее вроде нет. Тут большинство чемпионов нет, которых мы сейчас смотрим. Ну, не большинство, а... Ну, в принципе, да, большинство. Они будут постепенно выходить в глобальной версии. Они еще стилистически поменяют и так далее. Вкусы наших игроков. О, да, она залезла. Я хочу посмотреть на файт от этого АДшника. Будет ли она нажимать... Вот, сейчас нужно нажать ослабление. Нет. Окей, она откайтила. Я думаю, ее просто дайвить будут. Вообще, прошлая игра это редкость, потому что на турнирных играх такую агрессию и такое количество киллов ты очень редко увидишь. Обычные игры идут так. Файт, 5 на 5, фулл кнопки прожаты, все лоу хп, и потом чуваки дают 10 флешей друг от друга в разные стороны, да? И просто, ну, расходятся. И все выживают.
Не спешу огорчить вас аналогом АЭ из АО. Уже есть под именем Верия, но скилл-сет у обоих немного разняется. Единственное совпадение — это отчасти пассивка и механика привязки. Ну, ничего страшного. Но там же у героя АО это смесь скиллов чемпионов Хока, то есть там скиллсеты отличаются, как я разбирался. Причем очень сильно. Даже у похожих героев одинаковых. Конечно, моделька дракона такой себе. Они будут меняться. То есть драконы на 10-й минуте. На каких-то там минутах меняются. Короче, у меня был гайд по лесу, где я показывал... О боже мой, всех... Как это сказать? Все объекты, когда они спавнятся, разбирал. Как они выглядят, показывал. Прикольный дракон, который на 20-й минуте спавнится. Вы его будете редко видеть. Просто знаете, что он существует. Это на прошлом турнире игры, которые длились 20 минут, были, и их было достаточное количество. Было что посмотреть. Заметьте, отдала красная команду. Все, посмотрим файт. Ну, он не выходит. Короче, красная команда отдала таверку на боте, и сразу же АДшник ушел в мид, клирить, полностью на бот забили. Потому что если оппоненты уйдут пушить бот-сайт, их просто закроют в секунду там. О, озлобление нажала? Да, нажала, смотрите. Нажала. Саппорт нажал озлобление. Работает. Правда, поздно нажал. Кто не понимает, где КД, надеюсь, вы мою мышку видите. Вот здесь КД, типа. Вот озлобление, и он флешнул с АДшным. Еще и задайвили. Returning back to their pockets. I think, yeah, this is what we've been waiting for so long. Like, AG is thriving, waiting for this very important crucial time, trying to initiate everything. See the play. Реплей показывает. Вот сейчас смотрите. Озлобление. Оп. Но оно, правда, я опять же говорю, оно дольше же длится, да? Прям поздно нажали озлобление. Саппорт нажал. Бля, это вот типикал Юми в твоей команде, да? Задача героя нажать одну кнопку, и типок, ну, не может ее просто нажать. Тайминг. You can see that Shibi-chan used the flash to get out, allows Joey to get the kill on Lady Strand. I mean, Zemo came in, salvaged the situation, pick up one kill here for Beijing. Также хочется локализацию навыки Минга, чтобы точно понять цифры бафов и дебафов. Поздновато играет за сапа, без точных знаний в ответ. Кнопка. Будет по-любому локализация. More kill in the pockets of AG. I feel like AG is making good comeback, as you can see right now. They're utilizing their great power when we're speaking to this mid-game. They know that the composition allowing them not only providing the tankiness, but also that Бля, объекты просто взрываются and we can attribute it за секунду. to this Athena pick as the jungler. Right now, I am so Так, impressed ну лайк, by AG. и я побежал. They're being Спасибо большое. defensive, they can be Давай, удачи. aggressive, they can be both. Here we go. Jungi taking a lot of damage, but that's okay. He already got the defensive, allowed the Ну, enemies цемка. to get distracted, and that's another Дола. kill on Lady Strand. Shuran jumping in with the flash, getting the kill for AG. That was a Стон. really И nice всё. trade made by AG. I mean, before this engagement happened, that was Xiaoxi also got another kill. But check out, after this marksman has been denied on the Бля, очень грамотно зоне. Допустим, мидлейнер у WB очень спокойно с своим скиллсетом может отклиривать паки. Видите, он крипов, просто пачку крипов сжирает за секунду. Но если он чуть ближе подходит, то это, по идее, джанглер стоял и контролил, чтобы... Не джанглер, это стоял топпер. И контролил, чтобы он не отпушивал. Еще минус скилл. Опять озлобление нажало.
Shurai, Shurichen flashed in and get the kill on Linghan. Now Linghan, you know, getting killed so many times. Какой онлайн, мне интересно. 1200 человек. Ну, окей. Неплохо. Для невысшей игры. Это по итогу онлайн почти полностью с Бразилии, где-то с СНГ, немного Гонконга, да? Халак, можно поспрашивать? Конечно, можно. Спрашивай, на что отвечу, на то отвечу. Это Иги, мой мейн из Arena Flower. Окей. На ютубе мало, да понятно. Я же говорю, на ютубе азиаты это не смотрят, у них свои платформы. Я думаю, у них там огромный онлайн на своих площадках. Учитывая, что, как они заявляют, у них ежедневный онлайн 100 миллионов человек, ну, окей. Мне кажется, или ульта Цемки только что дамажила Таурку? Возможно, не показалось? Как будто ХП-бар снимался. Но топеры тоже брузеры? Да, брузеры. Есть и ассасины топеры, понятное дело, но в основном это брузеры. Брузеры, инициаторы. Причем очень жирные. Герои здесь есть прям жирнющие. Beautiful gameplay. Sherna in danger. Iggy trying to drop those bombs, but it's not gonna work. But here's gonna be Linghan. Linghan falls like just like flies. They're gonna be falling again. 4 enemy fall down on the side of AG, and the AG just gained themselves a 0-for-4 trade. Чем минус Таврка в миду? Ну я бы уже выходил на самом деле. Один чемпион остался, окей. Минус 3. Но они не заэндят, нет? Он спокойно отклирит. Нет, ладно, эндят. Окей. Там дракон. Да, без шансов. Хотя АДшник еще стал, и крипы появились. Нет, без шансов, да? Да. Как будто однокриточная для AG. Они после первой катки, которая была в 0, ну, по факту в 0, тильтанули оппонентов. Мне так кажется. Танки будут. Танки очень сильные, я говорю. Я играл за танков на Бразилии достаточно много. И они очень жирные. Blizzard Warcraft дамажил здание, может и здесь дамажить. Ну, мне, возможно, показалось, надо пересмотреть будет. И протестить самому. Уже танков фразы про жирных прям подогрел интерес. Ну, посмотришь чемпионов. Даже тут по файтам видно. Огромное количество кнопок могут отдавать, и очень сложно убивать чемпион. ОБ как будто проигрывает еще на стадии пика. Возможно, возможно. Вот я не был уверен насчет пика ЦМ-ки, но по факту на вот этом кетче АДшника они очень много получили. Я не знаю, как там АДшник оказался, кстати, надо будет посмотреть тоже. Мингу против агрессивной игры сложно что-то сделать, ибо его баф он почти обесценивается. Есть Миледи. Есть мидер с роботами, я знаю, да. Это Бхала, бля. Никнейм это. Это третья уже схожая мобильная игра. Ты просто хочешь потестить. Или это? Что это? Нет, София, это игра, которую я ждал год. Ее слухи по ней были. Мы надеялись на выход, она не вышла. И сейчас уже, как сказал Вальхала, официальная информация. И сейчас у нас минут через 40, я думаю, будет официальный анонс игры, насколько я понимаю. У них просто, ну, в названии ивента написано Official Announcement. For me, I think EG wants more in the round 2 than round 1. You can see, I think, yeah, the differences in round 1 is about those mechanisms, it's about those skills, it's about those execution. I think the difference is not that massive when it comes to different levels, you know. But from game 2, you can actually see that these two teams are getting a completely different level of understanding towards their own composition, towards their
towards this kind of meta, yeah, I think definitely AG will be the one like winning a lot. They have like so much of the control of the map. Дизайнер отпишу, секунду, друзья. They know when to retreat back. Everything is simply just on their favor, but you know, somehow something really similar. You can see the resemblance here. Somehow Beijing Weibo is falling down in the early 2 rounds. Well, they make it the miraculous comeback at the third one. This will be the one we have to talk about. Yeah, they have to pick up the game really fast, or they're going to be facing the 3 losses in a row. That's going to be really, really upsetting. Daunting situation for Beijing Weibo. Definitely, I would feel like, you know, the tempo master is going to be long to catch. Стримов становится все меньше и меньше. Ну, бывает такое. Есть агуды, которые лесные крипы используют. При применении какого-либо навыка в догонку выходит лесной крип. Чем больше соберешь крипов, тем сильнее они у тебя будут в кармане. Take a step back and look at the problem. You know, think outside the box in order to come in a little bit more refreshed. So I'm expecting third game is going to be a little bit better for Beijing Weibo because they're going to go back with the coaches. They're going to analyze the situation and kind of, you know, take a step back, take a deep breath. It's only game 3. Yeah, that's pretty important. That is just to breathe in, breathe out, and try to figure it out. Because I would say again, they are just being overwhelmed by their desire towards their trophy, and that might be the biggest issue for Weibo to serve. До скольки побед финал? Было 7, то есть 4 победы. Кто первый набивает 4 победы, выигрывает. МВП, дашник? Вот АТГ. Подбор не то он. Друг другом, короче. Ты ушел с дрифт из-за баланса и подбора. Баланс меня не волновал никогда в дрифте. Вот. Подбор и в целом то, что игра изначально была задумана как хардкорная, с огромным составляющим хардкорных деталей. Они потом начали казуалить, я это уже все 1000 раз рассказывал. Опять на это меня дропнулся, бля. За что? Ну ладно, пока у нас между играми, ничего страшного, что он дропается. Короче, у меня были свои причины, мне просто... Я выиграл с игры очень сильно. Да, F. F, но сейчас камбэк. Вот. Сейчас я пока поставлю этот на паузу. Чекну, у меня вроде... Да, битрейт низкий, но дроп-рейта нет. Фрейм-рейта. Фрейм-дропов, короче. Так, ну что? Бля, все равно лагает. Да, и нет, конечно, печальный. Время от времени просто падает. Давай, 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 работай. Пожалуйста. Пожалуйста, ну, у меня ж не 0. Не нулевая скорость интернета. Yeah, I'd like to talk about this particular player, Shubichin. I mean, we see him growing up. I mean, it's been a long time coming. You can see him growing so much. He becomes so mature. As you can see, game number 2, he was being so patient. Really great amount of composure. Even though... Сейчас, друзья, сори за лаги. Сейчас должно камбэкнуться все. У меня провайдер меняется каждые там 2-3 минуты. И иногда такой провайдер плохой. Ну, хост, через который нет проводят. И у него низкая скорость интернета. Ну? Пожалуйста. Please. Так, все, 18 тысяч битрейт. Все. Мы вернулись. Давайте пробую нажать в эфире. Еще катка через 4 минуты. Окей, ждем. Сейчас чуть прогрузим наперед стрим, чтобы с небольшим делаем смотреть.
He have to play Всё, in the погнали. time where we like he's in their like standing room, in their locker room, in their like geometry, trying to exercise more, and just imagine how much of the pressure it is. Я все еще в комьюнити VR, статистику можно разбирать на мемы. Ну, Yeah, so we gotta mention the fact that he's gonna be a really fast learner. Jumping into the game with a limited amount of time, learning all these heroes, and I feel like the whole crowd is cheering for their favorite hometown hero. That's gonna be Shibi-chan. Definitely, it's gonna be a really hard object to take. Definitely, they're gonna be going against Beijing Weibo. Пока у нас просто ожидание, я вебку. Do it again. Can they get that third На win in время. a row? I mean, it's gonna be really tough, challenging because they're gonna be going against the Beijing Weibo. Beijing Weibo passive triggering right now, showing that miracle happens. So it's gonna be challenging for both sides. Yeah, I mean like that is pure Послушаем просто talent that комментаторов. we're talking about, right? Pure talent Можете какие-то that we вопросы can see from задавать. Shibi-chan. Also, back Общаюсь to с чатиком history a пока. little bit more, is that Weibo back in the time when they beat AG, Shibi-chan was also in that team but played as a jungler. So you can see years after years, he's not doing only about the rotation but also his own mechanics. I mean, it is it. It's time for Weibo to do something. It's time for Weibo to wake up and bounce Время back. Weibo Or камбэкать. otherwise, you might be looking at AG getting the match point already in the first half. It's super tensed up in the side of Weibo, but on the other side, you can see, just imagine how excited you are at this very point for the AG players and the AG fans shouting out. Вы думаете, что вообще будет с VR в будущем? Я не думаю, что будет с VR в будущем, меня это не особо волнует. Ну, будет какая-то база, аудитория у игры. Возможно, если она будет слишком низкая в каком-то моменте, да, разрабы могут просто закрыть игру в EU сегменте, что, кстати, вряд ли на самом деле. Но Азия будет существовать. С Азии они лутают огромные бабки. Азию они могут поддерживать. Я думаю, был бы я азиатом, я бы играл в Wild Rift с огромным кайфом. У них просто для этого все есть. Поддержка, есть voice, да, ты по voice можешь общаться. Скины уникальные, куча ивентов, реально все качественно сделано. И я сомневаюсь, что у них подбор такого типа. Ну, откровенно говоря. Не знаю почему, но, по моему мнению, оно так и есть. Разные типы отвечают за подбор, скорее всего. Ну, это мое предположение. Я ничего не утверждаю. Гранд анонс мы ждем. Так, Инг, а ты тут еще, да? Ты ж меня слышишь, сидишь там, что ты делаешь? — 17:45, 19:35. Получается, через 35 минут где-то будет этот анонсмент, правильно я понимаю? У них подборка в доте чате, там честь есть. Она очень влияет. Вот. Я об этом говорю. Я думаю, нет азиата с 0.2 КДА. Ну, возможно, и есть. Слушай, давай так. Если есть человек, у которого КДА 10, то на ком-то же он это КДА набил, правильно, да? Значит, у какой-то по части игроков будет КДА ниже единицы. Вот. Скорее всего, окей. Блин, я надеюсь, что в Хоке будет классная поддержка СНГ сегмента. Будет реклама. Будет онлайн. Будут ивенты. Будут турниры. Будет нормальная система подбора. И все остальное пойдет само собой. Когда СНГ сервера выйдут, можно будет принести туда аккаунт из Бразилии? Нет. По идее, нет. Не могу утверждать, но... Или нет.
Ну вот, даже Ин пишет, нет. Знаешь, я все правильно говорю. Alright, welcome back. This is the grand final for the KIC 2023, and here we go. We're gonna see the round 3 between these two teams, and obviously AG is fighting for that match point in this BO7, and surprisingly to see like Beijing. Инг, бля, у меня опять интернет упал. Ну нет, ну начинается игра у нас. Чуть-чуть отмотаю, чтобы оно еще больше наперед пробежало. И чекну. Не, битрейт вроде нормальный. Живем, по идее. Так, вот что я хотел спросить. Инг, EU сервер и СНГ сервер будут отдельно? Ну, то есть я смогу играть с одного клиента игры на Европе, условно говоря, и там, если захочу, на ру-сервере. Я на ру-сервере не буду играть просто. У меня будет там пинг, и желания не будет. Карим, привет. Привет, когда игра выйдет, можно будет скачать ES App Store? Можно будет. Вячеслав. Да. Возможно, App Store выйдет на недельку позже, чем Android. Ну, так всегда было, насколько я помню, в играх мобильных. Но будет. Красный, скорее всего, блин. Ну, это печально. Я надеюсь, что это не так. Do the seconds game, so yeah, I'm feeling third game. Definitely AG is gonna be more aggressive than usual. Maybe using more of those aggressive composition. Last match, they used those safe composition, but still winning out the match. Вот, AG, я и говорю, видите, они говорят, что использовали сейвовую комбинации, ну то есть героев, которые играются больше от сейва, но выигрывали через агрессию. Когда релиз? В феврале, по идее, но сейчас будет анонс. Через 30 минут. Мы ждем анонс. Ну и смотрим турнир заодно. У меня, походу, интернет опять падает, да? Да, началось. Ну? И куда, и что, и зачем, и почему? 200, бля, вообще жесточайший F. Вроде вернулся, да, нет? Yeah, and that's something that they did, and that is the only team that can make it back into 2020, right? And the KIC, after suffering 3 points after the other side team got a match point, they just made that miraculous comeback and make it the final win. Yeah, this seems like a similar story. I've seen it played out in 2020. I mean, definitely it might happen today, but feeling today from AG, they have so much of a confidence. I mean, they're started in the zone in right off the first game. Do the seconds game, so yeah, I'm feeling third game. Definitely AG is gonna be more aggressive than usual. Maybe using more of those aggressive composition. Last match, they used those safe composition, but still winning out the match. This is crazy, and definitely I feel like AG already know themselves. Definitely Weibo has a little bit more catch on to do. Definitely they need to know themselves a little bit more before they jump into the game a little bit carelessly in those first 2 games. Like 3 years ago, this is it, like KIC finals for Weibo. I think it will be the start of the dream, right? That's like where everything started 3 years ago in KIC 2020, where they're losing 3 but chasing back and 4 in return and being that final champion. But on the other side, сделали некоторые модельки, как говорят, не пала. Не знаю. Возможно. Боюсь, мы не рефлуном. Если руки есть, и САП позаботится о благополучии, то третья машина смерти. Согласен. Луна страшный герой. В правильных руках. Динамика игры в играх прям с размахом на уровне. Согласен? Мне нравится динамика. Очень динамичные игры. Очень агрессивные. Очень много нужно думать, на самом деле, по ротациям.
Возможно, скиллсет героев у некоторых попроще, чем в Эльдрифте. Но это факт. Но ротации, я бы сказал, что сложнее. Ты очень быстро двигаешься по карте, намного больше двигаешься по карте. И если двигаешься неправильно, то это будет влиять на твою игру. Поэтому по ротациям будут гайды на каждую позицию, что нужно делать, как нужно думать и так далее. Это я сделал обязательно. О, это... А, бабочку опять забанили, да? Окей. Бабочку забанили, смотрю. Хорошо. Да. Ну, опять AG пикают топера, пикают мидера. Короче, чемпион это мидер, если я не ошибаюсь. Да, Джек, надо поиграть, чтобы понять, что графон намного лучше, чем ММО. Ну, лично, это вкусовщина, конечно, но мне больше нравится намного. Оптимизация очень хорошая в игре, это факт. Отличная оптимизация. Даже тестовый сервер на Бразилии я играл прям, ну кайф. Пинг почти не чувствуется. Да, макро будет важна. Добро, это ты правильно говоришь. Так, третий герой у AG это топер, если я не ошибаюсь. Это Мулан или нет? Могу ошибаться, кстати. Моделька просто похожа на чемпиона, которого я помню. With as Athena, right? Being so tanky enough and also super powerful in the mid game. Yeah, it's going to be a similar composition, similar strategy how they did it in last game. Yeah. And also this Garo is going to be really independent. So, you know, keeping it safe, keeping it scaling damage towards that late game needs Спасибо. to be really, really efficient. So hopefully AG does, you know, be really, really safe. Helping this Garo get that farm up, getting those damage online. Это Гара, да, все, вспомнил АДшник. А, это с большим рейнджом чемпион, да? У него рейндж автоатаки очень огромный, если я не ошибаюсь. Да, все, вспомнил. Ману тратить на автоатаки, да. Да, это она. Значит, я правильно понял. Майшера ее забанили. Я бы хотел увидеть какие-то новые пики, и хотел бы, чтобы плюс-минус равные были игры. Было бы интересно смотреть, как будет реализовываться пики. О, этого чемпиона я не помню. Четвертый пик у AG. Rather talking about their power to the team fight, or we can give the bottom focus on the spotlight. Because again, I would say this time the bottom lane is in favor of AG. Because Garo can definitely have a longer attacking range. Пятый чемпион у WB это мидер, а пятый чемпион у AG это саппорт. Ломбард, да. Да, второй чемпион у WB это на Каруру, правильно? Стоп, она лесник. А, это... я понял. Я неправильно подумал. Опять через дабл смайт, кстати, играет WB. Опять же, саппорт у них со смайтом. Да, я понял, на Каруру, да. Она еще... Это она летает на птице или нет? Там есть персонаж, который превращается в птицу, тоже джанглер, но он ассасин больше. А это больше как боец лесник, да? Она, все, значит, я вспомнил. Окей, ну потихоньку вспоминаю. Сейчас будем по макро что-то подчеркивать. Ульт летает, да, она. Контроля куча, да, у них брузер пики больше. Саппорты уже, не то чтобы саппорт, это танки больше. Ну хотя у AG саппорт, ой, не у AG Ломбар, он именно танк. А у WB саппорт с щелдами,
такой зонящий, с контролем. Именно танк-танк саппорт. А у EG именно танк-танк-танк. Назовем это так. Давайте вебку включу, начинается у нас игра. Саппорт с майтом, да, так и играется. Ну, можно так играть. They didn't really care about Fawn in the very early beginning. I mean, they did make those ganks, but it didn't really work. And you can see that Fawn went unstoppable. А кто у WB АДшник? А ну, это у нас 4-й герой. Его я не помню. Здесь с праздником, хорошее настроение, побед в рейтинге. Да, взаимно. Скачаю, так и быть. Ну, потестить, мне кажется, надо. Если понравится, почему бы нет? Лучше залетать в игру на старте. Не, через какое-то время. Не понравится, так не понравится, ничего ты с этого не теряешь. Баф от смайта начнет свое действие только при привлечении лесного предмета, так что все нормально, да. Поэтому и на топеров, и на лесников берут достаточно часто смайт. Блин, мне нравится механика того, что саппорт всегда в мид вначале выходит. Ой, по таверку забайтил на тавер хит. Затрейдили дэмэдж и сразу пошли на деколинию. Еще очень важно шерить через линии опыт. То есть джанглер может часто выходить на линию и посасывать опыт и голду. Там не сильно вырезается, если вы на двоих шерите. О, а Зима это WB Зима, чувак с ником таким. Это боец тоже с контролем. Прикольный, если я не ошибаюсь. У него там очень много кнопок. Там достаточно сложно, если, да? Если я не путаю. Точнее, у него 3 кнопки, но у каждой кнопки есть... точнее, у первой и второй кнопки есть стадия. Сейчас посмотрим на скиллсет. Тут ли это чемпион? Да, вроде тот. Я уже вижу по анимациям того, как она двигается. О, Гэлис не классно живущий. Да? А, да, он похож на моделька на Лукарда. Но у него такой скиллсет тоже есть. Заметьте, как саппорт роумит, просто по всей карте пробежался туда-сюда, тут опыт подсосал, там файт инициировал. Ого, дэшник. Это со скиллов он так не трейтил автоатаками? Ого, лесник. Турнир зов, который может с ульты шотнуть. Да, он сустейном, я вспомнил. Его закрыли, но не добил. Да, ротация просто сумасшедшая. Они просто в минуту сместились с мидлейна, заклеили мидлейн вчетвером и сместились в ботлейн. Мидер подкаверил, точнее лесник подкаверил. Нет, это мидер. Это мидер подкаверил, пока его команда закрывала АДшника. О, да, скиллсет у WB Зима, игрока, это боец. Прикольными скиллами. Вот я смотрел, прям крутой скиллсет у нее. Достаточно сложно, кстати. Показывает нам дайв. They were out for blood. Definitely Wei will need to pick up the pace as they do have the first blood. A great start is going to be here for Beijing Weibo. They're going to have that bottom focus. Definitely a winning lane on the bottom side. But Xiaoxi, he already got a lot of items. The main core item already been built. This is going to be the Shadow Ripper, getting those attacks. Ультимейтов почти ни у кого нет, поэтому сейчас пассивно играют.
Не добьет, да? Да. Не тот таргет взяла. Когда закейчился, там героя нет. А Дэшник понял, что его будут закрывать опять, и ушел в мидлейн от свою команду. Выфармить лес. Но они должны таверку забирать в ботлейне. Да? Разменивать объект на таверку, ну окей. А нет, не разменивать даже, они свой объект тоже забрали. Я на роумере смещаюсь на опыт только ближе к 5-6 минуте, до этого времени контролирую мид и золото. Но видишь, тут намного чаще ротируются игроки. Пытаются еще мид забрать, но не знаю, это, мне кажется, гиперагрессия уже. Кнопок нет, ХП нет. Сейчас кто-то может получить по лицу. Но есть флеши. Наверное, поэтому и отыгрывают. Они, наверное, толкнули сайт вместе, чтобы мидеру было легче опушивать дракончиков. И все равно мидер, скорее всего, теряет мид, нет? Нет, не теряет. Вру. Я пытаюсь закешнить миду, но он всего стоит. Ну, AG сейчас проседает по фарму. За счет таверки, за счет крипов. Опять пошла инициация. Никого-то не заберут. О, контр-инициация на развороте пытались сыграть. Но очень хорошая ульта от саппорта от WB. Вытолкнул просто двоих. Или даже троих. Еще и раздамажил. Great image to be shown here. No casualty, but still, Weibo is going to be pushing a little bit better. Bottom sides, minions showing up. Also, they have the river control right now, so they have a better chance of grabbing those resources away from AG. You know, I love the idea that Beijing Weibo is giving those dilemmas to AG because сейчас красная команда AG в преимуществе в мидлейне. Могли кечнуть, но все разбежались. Ну, грамотно видно, что игроки понимают, куда они бегают, зачем они бегают, что они каждую секунду делают на карте. Лесник, допустим, у WB сейчас забирает верхний сайт красный крипов и уходит, скорее всего, в свой булл-сайт, да? Нет, он смещается куда-то. Вниз. Они хотят опять кечить героев. Что за дракончики? Они появляются, когда забираешь объект. Один из объектов. Фиолетовый. Один раз летят, нет, два раза летят легион. And especially Weibo is giving all the gold, all the money to Linhe, right? So definitely this Noguru already got 2,000 gold lead against Johnny's Kaiser. And we mentioned about the core players. Это уже сивовая игра. На кончиках пальцев, так сказать. Опять же, из-за жирных пиков очень сложно кого-либо забрать. Умирать здесь будут, я так понимаю, только сплеши. Ладно, пошутил. Просто взяли лумбура, взорвали. Еще минусушка. Могу выбрать хорошую карту захвата. Ну, блин, посмотри по своей по телефону или по айпаду. Какие тебе подходят карты. И по финансам тоже. Не могу тебе какой-то конкретно посоветовать, но я Авермедиа пользуюсь, онли. Меня не устраивает. У меня с проводами проблема. А карта прям хорошая. Пульс показывает, что? Это пульс игроков показывает? Лол. Вот это прикол. Смотрите, там 112, 10 пульс. Типы просто потеют. Это круто сделано. Такого никогда не видел. Кечнули лесника. AG.
Заимбушили, да. Но они спокойно выходить должны. Нет? Да, выходят. Ладно, не вышли. Но он загулял откровенно там. Пошел мид отпушивать на Бразилию, на всех персов. Добавили. Просто вижу много незнакомых. Да, на Бразилии намного меньше чемпионов, чем в азиатской версии. Это для легкости освоения персонажей делается. Будут добавлять постепенно. Бля, очень хорошо кетчнули. Люмбур прям поймал. Через флеш улетел. УДшника слева ульт. Как у Дрейвена, автоатаки по новому сумал. Ну да, я видел, как он ультует. Прикольно дэшник вроде. On the bushes lane, he maybe gonna walk a little bit towards the back, not getting those flash in from Zumor. Maybe that's gonna be another consideration next time for Shubichan. Definitely learning from this lesson. Yeah, bad consequences when it comes to bad decisions, right? At that very moment, I think if like Shubichan can have a better like decision when it comes to if the route choices, he can definitely just go directly to the base, and I will be like he will be saved that number. But back to life, you can see that still Beijing Weibo is the one leading the game, controlling the map and stealing away the blue buff away from Zhongyi. At the same time, trying to take control of this overlord. I think there's no reason why they cannot just simply guess it. Yeah, I feel like Объекты полностью дают. Уходят фул медленную игру, пытаются навязать. Я так понимаю, у них лейтскейл хороший, опять же. Комментаторы говорили, что хотят увидеть от EG агрессивный стоп, но по итогу мы видим, опять же, фул пассивную игру. Ну, не фул пассивную игру, а фул пассивный стоп. To build up a really huge advantage when they're trying to close out the game. Yeah, AG needs to buy a little bit more time here. This Shubichan doesn't really have the goals right now to go online. I mean, only 2 core items has been built, Shadow River and the Infinity Blade. Also, you know, the Sunshine is going to be out, so definitely a little bit more time, maybe a little bit more than like 5 minutes to build up those items. But I feel like Weibo are not going to give you that time. They're going to go in right now. They got control of the minimap. The dragons are moving in, so they're gonna try to end out the game, accelerate the pace. And granted, you can see those double core is gradually become like triple kill. Charlotte. Будет ли минус какой-то из 103? Походу, да. Да. Очень агрессивно влетели от дракончиков. Wow, that's a great wombo combo by both sides. You can see Lumbar uses ultimate. Это объект дракона, да. В общем, это вторая стадия этого объекта была. Уже 10-я минута прошла к тому моменту. Поэтому они пустили еще дополнительного дракончика большого, который более танковый, по бутлейну. Ты сам выбираешь линию, на которой пускать его. Pile up right now pretty soon in the next minute, so maybe that dragon is going to more belong to the side of Beijing Weibo. More belong indeed. I think Beijing Weibo is going to be denying those access time you want it so badly to the side of AG. They're going to be taking control of the double dragons, and they want to make sure 3 linked boys are rushing to the AG прям боятся имбуша, двигаются вместе. Но они сейчас просто по голде банально будут очень сильно отставать из-за того, что фул лес теряют и фул объекты. У них уже почти минус 10 тысяч преимущества. Точнее, отставание. Забавно, что разработка хоккея денег на содержание разных версий моб, но нет денег на установку серверов на Западе. Как будут установки серверов? Они просто по каким-либо своим причинам это позже делают. Вы сейчас пытаться заходить в 103 в миду, скорее всего, либо вверху. Мид уже отпушили, поэтому вверху заходят, да? Будет ли минус вышка? Да, будет. Но уже мега крипы начнут идти, и что ты будешь с ними делать на какой-то 20-й минуте? Ты просто банально не сможешь пойти на объект основной.
Это решит исход игры. Да деньги есть по-любому, ну типа, если у них призовой фонд по 5 лямов, ну... Не никак проблема. You know, it's such a surprise to see Beijing Weibo be like this, playing so safely, because they know you are going to be showing your weakness to your opponents. They use the same styles, countering back, you know, on the high ground versus Chongqing Wolves. That company that Yaodao is playing, they're ready for take down the crystal, and that will be the moment where that Garo from Chelsea standing up, make it towards the very ultimate battle. That will be the one of the most signature like played ever, making so far for Beijing Weibo to be at the finals. So I really respect the way they're playing in this game. They want to guarantee, they want to look for safetyness, but still do not waste too time. You have get it done. Понимаю, что враги на объектах вышли, отпушили сайт. Даже 2 сайда. Чтобы легче было дефаться. Дракона пустили Вангарда, пустили по мидлейну. Логично. Последний Т3 допушивать. И у них спокойно это получится за счет скиллсета мидера. Когда он ставит ультимейт, все враги сразу обязаны просто разбегаться. Если не разбегаются, это инста-смерть. У этого героя сразу идет фулл инициация. Я предполагаю, что единственный грамотный геймстайл в таком случае был бы вчетвером словить ульту и на агрессии пытаться фейдбэкнуть. Хотя ладно, вышки слишком быстро падают. То есть АДшник стоит за ультимейтом в сейве на дистанции, а брузеры и другие герои... Ну все, пошла контринициация. Люмбур сразу же умирает. Это ГГ. Заметили, как они специально одновременно забрали 2 драконов? Да. Все, походу пошел перерыв. Игроки встают. 1-2. У них еще, мне кажется, относительно низкий пульс был. Там по 110, по 120, типа. Когда ты играешь турик на 5 лямов, ну ты просто обязан волноваться, нет? Камбэк пошел, да. Они сейчас пойдут с коучем обсуждать проблемы геймстайла пика, что им нужно делать, кого банить. И, возможно, в следующих играх мы уже увидим другие стапы. Игры, конечно, выглядят супер интересно. Вот лично мне интересно смотреть. Даже при том, что я понимаю не так много, как могу понимать. Потому что в Дрифте знания у тебя есть, механики есть, понятия обо всем есть, но даже при неимении данных тут очень интересно все смотреть. Чисто счет ротаций. Ты подмечаешь ротации команд, пытаешься анализировать, как они размышляют в момент, какая у них координация. И, ну, это грамотно. Грамотно разыгрывают игроки. Руки на стол. Анонс? Возможно. Сейчас посмотрим. Игроки пока пошли обсуждать с коучами, что у них не так, что у них так, что стоит переделать. Я в норм тянка, согласен. Симпатичная. Типы вроде спят, а так хорошо играют, да, есть такое. Давайте погромче сделаем аналитиков. Вот реально со звуком они что-то протупили. Аналитики тихие, комментаторы громкие, это... Ну. Справа в галстуке тоже нормтямка. Понял. В турнире каждая из команд забирает абсолютно всех крипов. Этому удивляюсь больше всего. Но, конечно, все от фарма зависит. Yeah, this victory was pretty much deserved by Beijing Weibo. I would say Beijing Weibo is going to be the more well-rounded composition. They have damage, they have burst damage, they have this Nakaruru that's going to be super mobile, so flexible. I mean, feeling like, you know,
AG's composition is not bad. They have that longer reach. However, it needs time to build up. Ну, Because Jungi needs time to build those да, things. рассказывают, что чтобы реализовать компик AG, им нужно отфармить. Не получается банально. Вообще всегда через агрессию игра на турнирных составляющих намного выгоднее, потому что команда намного невыгоднее. Потому что команда оппонента всегда знает, как правильно пушить, как правильно реализовывать преимущество в агрессии своей, да? То есть они просто забирают у них два леса, забирают 2 объекта основных, и у них за счет этого просто огромнейший перефарм. Да, то есть 10 тысяч перефарм мы получаем на какой-то 13-14 минуте, это очень сильно. So huge. You can see basically every single member are given those resources at the lane, at the wave, at the jungle, shoot this man, and this man is given the entire team back with a lot of very good damage and a lot of very good, beautiful dives here. Lincoln, super important. Why not? He's a that will be the whole reason why he's the captain for Beijing Weibo. Definitely, he's the captain and he's been the one going for Капитан команды. Лесник. Логично. Шотколлер. Бля, конечно, роль шотколлера здесь будет супер сложная, мне кажется. Человек, который шотколлер, но... Это, во-первых, всегда морально сложно, потому что на тебе вся ответственность по факту. Если что-то не так, виноват ты. Это раз. Это в лоу-тир командах, конечно. Такая менталка, но... Все равно ты сам понимаешь, что на тебе ответственность за перемещение по карте. Если кого-то кечнули, где-то сломали вышку, где-то забрали объект, и вы за это ничего не получили, то ты сам, по крайней мере, понимаешь, что ответственность на тебе. Потому очень важно уметь грамотно анализировать свои ошибки, без агрессии разбирать, что было не так, и поддерживать командную составляющую. Мне кажется, что Хок — это золотая середина между ВРМО и РМЛ. Ну, возможно. Будет ли шотколить о потраченных ультимейтах? Посмотрим во время игры уже. Lincoln is always going to be the jungler, and by that time, that generation of the AG, actually the jungler is going to be Shubichin. Yeah, I would say like just too many background stories, right? It's like such a short time and limited time for us to break it down more. Yes. And I would say game 4 is going to be really, really important because as you can see, because of the playstyle AG is holding Шотколить о потраченных ультимейтах, я думаю, не стоит. Ну, если это не активный файт, который делится на 3 стадии, где перегруппировываются команды и используют тиммейты по второму кругу, да? То есть это если не лейт, то... Хотя, наверное, в лейте наоборот. Куда еще быстрее, смысл это меньше имеет. Вообще, мне кажется, магам сложнее всего жить. Но у магов в начале больше всего дэмэджа. Поэтому свой баланс есть в этом. Начало игры полностью зависит, ну не полностью, а большая часть зависит от АДшника, говорю, от джанглера и мидера, а лейт уже это инициация саппорта и как правильно позиционируется и вносит свой дэмэдж АДшник. Мое мнение. Ну и опять же, от лесника зависит многое на протяжении всей игры, потому что джанглер может вырезать при правильной позиционке, но если мы говорим про соло-кул, при правильной позиционке вырезает АДшника или мидера, то есть мейнкоров. Если у команды нет мейнкоров, то тимком рассыпается полностью, не важно, что они напикали. Ну, как будто первый раз слышит Мусаши. Мусаши? Что это такое? Бля, короче, я заметил, девчонки просто говорят бесконечно. Он просто молчит, смотрит такой, да-да.
Все правильно. Надо было этого чела поставить между двумя тянками. Pace matches. That's going to be the advantages. So AG, if they want to grab the win fast, definitely go with those early games. And you know what is really trapping Weibo out? It's because you can see like literally Shibichin is doing 3 HOK marksmen. Но я думаю, они это грамотно говорят. Хотя она говорит какую-то базу, типа она говорит агрессивные пики — это мета. Лесник, который типа может взорвать чемпиона, это круто. И азиаты, которые там сидят, которые играют в эту мову по 7 лет, такие: да, ебать, а мы этого не знали. Вот. То есть какие-то базовые вещи, говорит, скорее всего, пытается анализировать, но... Ну-ну. А, ты протянут галстуки, все, извиняюсь, да. Да. Где руки? А у меня на камере не видно, погоди, сейчас я на секунду не выключу. Ну, я типа вот так вот их сложил, и вот так все же понял, он просто не зажатый. Вот. Показать. Вот. Короче, выдает базу, да. Я это не знаю, что говорить, что говорит базу. Первое правило аналитика. Мусаши — единственный герой, который может с ульты полностью отключить игрой возможность получать любой отхил. Да? Прикол. Не знал этого. They're gonna grab it. They're gonna grab it right away. It's gonna be super dangerous. I'm maybe not gonna risk it if I'm Weibo. Definitely not giving that slims away. But still, there's still a lot of other HOK heroes like Arlie still available. That's not gonna be a valid choice for Shibuya. I mean, one of the good reasons for you to have an amazing player with such a deep hero pool is that when we are counting the remaining hero pools, every possible option seems to be so perfect for the following rounds here. So why not give it a try? Maybe AG. All right, we are ready for mid-game time, Joe, and let's see what we got for this. Mid-game time. What we got for this? Давайте. Half-time show. Я в предвкушении, давайте. Это не анонсмент, да? Погоди, как называются эти? Сейчас, секунду. Я чекну, что мне не скинул. Гранд-финал, первая часть. Теперь half-time show. И по идее, как раз таки время для гранд-анонсмента. Давайте, смотрим, надеемся, молимся, плачем, кричим, злимся. Или что мы делаем? Покажите, пожалуйста, нам Great Announcement вместо Halftime Show. Я готов. Морально, ментально, физически. Во всех планах. Давай, все. Можно без китайского, когда вы делаете Halftime Show? Или это какой-то синематик? А, это, короче, петь будет, я понял, все. Это не то. Нас обманули. Ладно, все равно ничего не понимаем. Оставим вам музыку их или нет? Или пообсуждаем что-то? Люблю играть на лесничке, очень мощный прокастер. При правильной игре не даст жизни АДК магу леснику, да. Это факт. I'm Russia. MLBB Noob моба от Hawk 2015 Pro моба 2015, кстати, погода. Wild Rift Rip моба. Off Copy Hawk Number One моба Mobile 2015 Tencent Dollar Riot 100%, блядь. Тип просто спамит. Перерыв на кип-поп, да. Ну что, пришел посмотреть турик, послушал музыку. То есть ты пришел на турнир, скорее всего, похавал, взял палочки, помахал палочками, наелся контента по игре, послушал музычку. Ну, что еще нужно? Вон сидят девчонки просто с игрушками, они, скорее всего, даже не на игру пришли посмотреть, ну, на этого типа. Палочками махают, сидят.
с игрушкой сидит такая, типа, вау, что-то орет ему, ну, чё, как вы думаете, что она может ему орать? Ну и хуй-чан, я тебя люблю. Ты лучший кей-попер, которого я видела в своей жизни, да? Ну, не осуждаем, как бы, но просто выдаю базу. Ну, вайб такой, присутствует вайб. За кого болеет, интересно? Who will be the champion of East? Давайте AG нажмем. 66% AG. Ну, то есть, типы увидели первые две катки и такие, ну, мы голосуем за AG. Просто спамит. А ну. Окей. Китайцы все время кричат, я хочу от тебя детей, да. Ты думаешь, почему у них популяция? Популяция такая большая. На арену это какой-то отдельный стадион. У него оформление какое-то есть тут. Ни хрена себе. Дайте ему шест. Чтоб там просто потоп был или что? Мне кажется, там и так уже, ну, вон влажно, видите, показывает нам. А так вообще затопит арену. Не надо. Телефоны, я сомневаюсь, что влагоустойчиво. Ну, телефон может быть и влагоустойчив, но там же еще оборудование есть. Что это за кал? Ну, это перерыв между гранд-финалом Honor of Kings. Это китайский бибер? Ну, типа, да. Все, ты допел. Теперь давайте Grand Announcement. Я попробую в эфире поставить. Он все еще пойдет. Сейчас поставим на паузу. Сколько дали ему эфирного мнения? Ну, мнения, говорю, времени. Все, теперь точно конец. Ты допел. Еще шоу. Еще выходят люди. И по второму кругу, да? Мне подпевать? Ладно, не буду наваливать прям супер кринжа. Уже и так его хватает. Эти уже на похуй палочками махают. Это только начало. И злые смайлики. Не надо, пожалуйста. Перерыв может длиться 20-40 минут. Ну понятно, пока они там все обсудят. Но я надеюсь, что типа мы не будем 40 минут слушать этот кал, а ну без негатива как бы, да? Но посмотрим сейчас. Гранд Announcement нам дадут. Мне нравится, говорит, но видите? Что скажет Тянка справа? Они не только в этом разбираются, не только в играх, еще и в музыке. Это универсальные китайцы. Какие довольные.
it so well. Yeah, talking about rhythm, definitely I would say Weibo have the better rhythm coming back to them. And I feel like definitely the trigger passive triggering for them team is going to be a lot better here. Дайте, A lot of пожалуйста, great анонс. rhythm on the side of Пожалуйста. Weibo. Maybe they're going to continue this rhythm, you know, using the momentum, carrying that game number 4 to their side. I think this halftime show is giving them the time they really need, you know, to make itself like calm down for a little bit, having some reflections, you know, on the previous like performances and trying to figure out what will be a better composition when it comes to game 2. I think yeah, they're fully ready for AG and Weibo. I think the early Ютуберы эксперты во всех сферах. Ну да. Как с Инком говорю, он все знает, честно скажу. Эксперт. И, короче, эксперт, потому что эксперты ютубе... потому что ютуберы — это эксперты во всех сферах, правильно? В том числе. Ну, если ты меня понял. Half of the games here, and I think that with a few minutes of a break, we'll be jumping into even more aggressive and even more fierce battle. And yeah, we'll be taking a short break. Короче, несколько минут еще перерыва, и будет уже скачок во вторую половину игры. Короче, пока анонсмента не ждем. Хотя написано, что после первой половины игр будет анонсмент. О, ИНТ, походу. Да. Ждем. Ну, интересно, я дропаюсь на этих? А ну? Не знаю, у меня на телефоне я дропнулся. А, нет, вроде. Ну окей, нет, вроде вернулся. Жить можно. — 45 минут должен быть. Ну. Уже 46 минут. У тебя на телефоне нет дропнулся, походу. Возможно, да. Ну, странно, что на телефоне на ПК дропается и нет, но стрим не падает. Ну, то есть... не останавливается, не прогружается. 4 минуты, у нас уже следующая катка начинается. Не будет уже анонс в этом промежутке времени, по крайней мере. Анонс второй половины. Анонса пока не было. Тут кетч хороший. А нам показали, типа, зачем просто фокус внимания на него перевели, окей. Я подумал просто, что показали, что у него маны мало. Бля, вот это, заметьте, у Люмбура механика, да? И не только у Люмбура, у большинства героев, у которых скиллы с задержкой, не как в Вайлдрифте, ты можешь нажать скилл, а потом флешнуться в этот момент, да? После уже прожатия скилла. И он прилетит туда, куда ты флешнулся. Это очень крутая механика, которая есть в ML. Я не понимаю, почему ее не было ни в Лоле, ни в Вайлдрифте. Но, возможно, это как-то... Это кардинально меняет файты, на самом деле. Вот каждая инициация Люмбура, заметьте, это чардж ульты, то есть подготовка ульты заранее. Потом флэш. Битрейт просил, да? Окей.
Народ, остыньте, она вообще может не выйти. Возможно, но зачем тогда разрабы покупают рекламу? В этом вопрос. Тут тогда нелогичные действия они предпринимают, понимаешь? Это не имеет никакого смысла закупать рекламу в СНГ-сегменте, если там игра не выходит. Чуваки с СНГ будут смотреть Бразилию, условно говоря, нет? Не будут. Что-то открыть. Как пользоваться телефоном? А? Вроде нашел. Так, сюда себе чат положу. Они же просто так заплатили Apple, чтобы показать хок на презентацию. Тоже верно. Ну, то есть, если игра реально не выйдет, то логики в действиях нет. Вот как вы думаете, почему Valhalla мог бы согласиться? Да не только Valhalla, любой контент-мейкер крупный мог бы согласиться перейти с какого-то проекта, на котором у него там есть онлайн. Да, небольшой, но онлайн, с которого у него есть денежка. Просто полностью в моменте сменить тематику и перейти в другую игру. Как вы думаете, почему? Потому что игра не выходит без какой-то базы. Я не крупный контент-мейкер, я просто, ну, чувак, который сгорел с рифта. Вот. Я отдохнул годик, покайфовал. Да, было не так весело без стримов, но было очень весело без вейлдрифта, так скажем. Разрабы вроде даже стримерам начали предлагать всякие... Конечно, уже подписали некоторые контракты. Будешь в будущем партнером Хока? Обязательно, если предложат. Сколько это же Ов катал ее раньше, когда не было вейлдрифта, где-то так 8 лет назад. Ну, Ауф это Хок. Ну да. This is the first game in the second half of the BL7 game 4 for both teams, and this round will be different because AG switching back to the blue while Beijing Weibo is on the red side. Расселись. Коуч им что-то рассказывает. Такие, да-да, мы поняли. Так понял, коуч передает информацию Леснику, а Лесник уже будет колить, исходя из стратегий, которые были распланированы. Exactly, because since they're staying at the red side, definitely that better side will be a permanent ban, and so does the Dachao, right? Because AG got the Dachao with 100% winning rate, so definitely Dachao will be so risky that they can let it out. And the next or the last spot will be whether it's going to be the Jing or Prince of Lanling, or is it whether it's going to be the Prince of Lanling, or it's going to be the Flames, or it's going to be the Company. Definitely, there's not many of those ban spots left. You can't really ban all of the heroes. You have to let someone out right now. So that's going to be the question. Which hero will AG pick up? They're going to be on the blue side, so they have priority on the pick. Also, they have that time of a break right now. So yeah, this is going to be the similar game from game 1, where AG is going to be on the blue side. So after announcing the first game, Beijing Weibo has some time, so I'm pretty sure Beijing Weibo
Да, скоро телефоны запретят, все. Не будет мобильного гейминга, не будет хока, не выйдет никогда он. Поэтому они идут на новые регионы. Я сомневаюсь, что именно поэтому. Планировали выйти на новые регионы они еще давно. Судя по тому, когда был анонс, когда был тестовый сервер, когда был релиз Бразилии. Ну, относительно прошлых двух аргументов, релиз Бразилии был не так давно. Всего лишь год назад. Chelsea's choice. We are talking about all the time. This is the matter for Chelsea. Chelsea standing up, carry the team for a lot of cases. He has so many MVPs in the knockout stage, in the group stage, in the KPL qualifiers, and not to mention Linhan have been waiting for this for the over past 3 years. Huajun wanted to have his very first champion, exactly like the same intuition is like trying to gain that first trophy to his side at all. Xingyu Я просил законопроект Китая, ну я понял, да. Ну, то, что мы пока видим, в Китае у них все прекрасно с геймингом, с игровой индустрией. Судя по количеству людей, которые смотрят эти турниры, количество людей, которые играют в эти игры. Teammates, and now they're fighting in the same team, fighting for this golden Phoenix trophy. What leaves more to this? Beijing Weibo have nowhere to turn up to. And I mean, like, the reason why we're emphasizing the importance about getting this golden trophy is not only about their histories, right? Because Weibo, as we know, that they played over 700 right now, and since the very first day they play again, Так, за кого топишь? Не за кого. За интересные равные игры, на самом деле. У меня нет здесь фаворита. Читянут. Готовятся. Типа уже типы, смотри. Вторая стадия. Надо одной команде камбэкать, второй надо поднажать, чтобы команда первая не закамбэкала. Он решил не пускаться. Я еще не знаю, откуда у Инка этот баннер. Он, скорее всего, он где-то с сайта взял. Официального. Насколько я предполагаю. Пока еще в силу не вступил, с Нового года весь луком сейчас. Понял. Не следил за Китаем, поэтому не знаю по их эти анонсы. They all want this trophy so bad, but you have to realize that you have to take a step back. Definitely not to let your emotions take over. Yes. You need to be really considerate, be more collected, be calm, and actually finish the job, then celebrate later. Right now, don't be happy too early. We're still in game number 4. Ну, по ней сейчас будут уже. Like be calm, you know, trust each other, bring out вот уже your начало. best game for. There's a lot of things going on. Maybe it will belong to the side of AG, which you're going to see AG getting the match point in game 4, or otherwise, if somehow Weibo trying to take one more victory. Imagine 2-2 tied. We have the most highest. Я бы хотел от AG увидеть более агрессивные пики. Секунду, я собаку выпущу. It will be amazing. Game 4. I think the both teams are ready for game 4 to start with. And because I see the coach teams, you know, are banding over, telling what hero to ban, what hero to pick. So it's going to be very soon before we jump into the BP of game 4. Everything is about to begin. I have just so strong belief that it's going to be an electrifying game. I mean, everyone just went crazy. Everyone just went crazy about these two teams because they're holding in, they're beholding so many things. Как же азиатские сервера сейчас? Не понял вопрос-то. Ну, сейчас хук на Азии есть и Бразилии. Там девушек так много, так пытается же. Is no longer there.
No longer. No Not at all. longer there. Yes, and I feel like those heroes are going to be consistently getting banned. Also, this Musashi is going to be banned away from Собачку Beijing спалил, Weibo могу as себе забанить. За well. что? On the other side is going to be this butterfly. No surprise there. Не Will they понял. let Slims or Caffeine out? But Caffeine is Не going to be выкупил banned away. рофл. That meaning Slim is going to be available on the Значит, side Гука of пришли посмотреть. Вот, AG. скорее The всего, да. VP phase is going to be so important here. Дачао В этой игре вардилка не сильно актуальна. Как раз таки именно поэтому варды и ценятся. Есть герои с вардами, АДшник есть с вардами. Вот именно по факту варды. Какие они есть. Он всегда так крутится? Ну, просто в комнате ему скучно сидеть. У меня 3 собаки. Trying to secure the mid lane and bring more burst damage to this composition, but also trying to lock Hua Chen down because 100% winning rate using the Liana never let you have the chance to use it. Yeah, being so graphic, doing so like a controller, you know, be the controller of the entire game. Why not? Like give the ball to switch inside to Changshan, let the Liliana take control В of этой the игре game маг. here. Есть маг типа AG is Зикса. secretly trying to Есть figure out большое what will be большое количество the героев hero с разными pick скиллсетами. Я to думаю, work что-то with похожее Ron можно and найти. Byron, their solid composition at the side of the Beijing Weibo. Прям один в один скиллсеты, как у Зикса, я точно не As видел. a combo, you can see it's a Но very похожие good были. strategy when it comes Вон to говорят, что split есть Иги. push, when it comes to tankiness, Можешь when погуглить it comes to геймплей the и threat to get посмотреть, opposed to the подходит ли тебе такой backline. чемпион. Murad, is it gonna be fixed? Is it gonna be locked down? Чё они так орут? Just Ах. like 20, Какого-то нового 20, чемпиона and пикнули, Murad я его не видел. again will be hunting Is available, so maybe. cool because Murad Просто is like a пикнули чемпиона, у них representative сразу of такой similar восторг. to Levi in the HOK. That brings back so much Афина при joy смерти как вардилка from выступает, тоже 2020. верно. I mean, this is the spirit of Beijing Weibo. Wow. And he's using the Murad. It's gonna be a Винрейт risky move, 32% but этого definitely чемпиона the на spirit is gonna be турнирах. so strong on Beijing Weibo. I mean, not only about the Интересно. similarity between this Murad Есть and в этой Levi, игре which брузер one типа is the Ургота. secret hero for Ну, him, but брузеров also тут this is хватает, the прям first по типу playing Ургота. for him to play 1 в 1 as точно не Murad видел, so опять far же. in KIC. I still remember when we Другой first скиллсет, jumped другой into темп this игры, patch, поэтому we 1 в 1 героев не everyone said, будет. like, this is going to be Leihen's time. Но This is going to be Leihen's patch, right? Since Murad со своими is механиками super есть интересными powerful, but you know чемпионы. what? He never played Мурат Murad мой so мейн был. far in KIC, and he put Понял. his debut in the final. Crazy. I think this man is ready to bring back those Ну, АДшника miracle пикнули. ones again. Это And back to the game at не знаю, как у них 2020, they're называется он. actually facing a 3-0. But you know what's like what's really fortunate is like Анонс не Beijing будет? Weibo is Ждем, having that ждем. 1-2. So everything will be given, like granted them with even like more room to relax for a little bit. Let's see the answer. AG. Сори. Это интересно, даже если игра выйдет, хотя я уже об этом говорил в видео, только если засудят Мунтон. Это будет не просто так, Мунтон не в Китае сидят. Ну не выйдет, так не выйдет, тебя ж лучше от этого, ну. Или хуже, я не знаю. Ты так паникуешь. Это того, что теряешь. Сомневаюсь. They're not gonna let Xiaoxi to do that safe farming. Also, this Murad has to be careful because Liliana can be jumping all over the place. Using this Какой скиллсет у Мурада, да? and the early game Скажите. advantage. Definitely AG might have those because Murad need those time to farm up. Definitely getting those blood weepers is gonna be a sustainable item, but definitely need the go to stay up ahead. So AG. They need to get the early game started here. Beijing Weibo, they need to be a little bit more это Либай, defensive in the я early game, понял. but that might be a little bit risky. As you know, AGs are having those more aggressiveness in the early game start. And I feel like that all depends on the accuracy of this Muzi and the Lady Supercell damage combo at the bottom lane. Because after they're seeing a cat using this Muzi, try to landing those fucking damage upon them, the reason for Weibo to take another to do it is trying to let Chelsea be more proactive. You can't just go ahead. Keep go ahead. Because no worries about your HP recovery. Literally will always Реборт be behind you and Мобайл. offering У you the opportunity, Wild offering Rift you были the все ресурсы, chance чтобы to be more стать, aggressive. ну, не убийцей других игр. На каждую игру найдет своя аудитория, но как минимум очень популярной и качественной игрой. Нужна была реклама, чем не занимались. Нужен был нормальный отдел баланса, чем не занимались. Нужен был нормальный подбор, чего в принципе не существовало. Ну, поначалу подбор существовал,
была... Как это? Не конкурентная способность, а... Или забыл слово. Забыл слово. Ну, я думаю, вы меня поняли. О чем я говорю? Oh, the Rumble is on. Everyone just being so crazy, supporting their love to their WB не слабый фронт. players and seems to know that AG, they are heading to their match point. Но у них прям танков откровенных, по-моему, нет, да? Да, у них хиллер. Это же не танковый хиллер, правильно я понимаю? Сейчас я его увижу, модельку, и скажу. Вот этот, да. Саппорт, который. Это он саппорт, правильно я понимаю? Нет, это танковый хиллер. Это очень танковый хиллер. Один из самых жирных чемпионов в игре, по крайней мере, на бразильском сервере, когда играл. But on the contrary, you can see like Byron actually have this first skill 1v1. What actually happened? Let's the replay. Oh, you can see that both players rush for that level 2, but Shuran Ну, сказал слово подборник. got knocked up Сразу here, тут. and that's gonna be the small mistake. The flash come in, that's gonna be the first blood. Quick and quick decision by Zmo, jumping in, not missing a single ability. And you can see from the reaction shown by Hwachen, he is cheering up for these kind of achievement that Zmo did. It's really gonna be so important when you fall in behind. Пока Севова игра идет And you опять. know, after these kind of encouragement, Пытается где-то гапнуть. it's just gonna bond you guys together. Of course, the Опции energy нет. is all they needed, and I think if maybe Shana is somehow like saving. Ну, her у blood AG 3 for жирных героя, that насколько я flash, вижу. right? He is quite underestimate the early like level 2 damage coming from Byron. He's even surprised being taken down by this. That's right. On the bottom side, however, is going to be that Cat and Shibichan combo. Look at Liliana jumping in. If Hwachen is in trouble, he has to flash to Минус get out. флэш. Here's the Persian version. The И flash ЦМ-ком combo никуда again. ульту нажимает. This will be a trading of the flash Ну как никуда, battle here, на but so адзон? far so good. Both sides backed Почему бы up, нет с but такими still, куда it's gonna be Beijing кулдаунами in the lead ультов? with that cash injection on that first blood. And detail trick showdown. There's a bottom lane is that actually Xiaoxi use the umbrella and just block away the poking damage done by Cat. Yeah, I think the power soul that like Xiaoxi is doing super great. I actually see him like blocking those upcoming damage for a lot of times. Using the power soul, using the skill to really accurately so that you can dodge those very important, like crucial upcoming damage from AG's. I look at Liana diving in, now he's super flexible. He's Прикольный жанглер у AG. Yeah, this Liliana is gonna be super dangerous. Лилиана. Feeling like this Liliana is on fire right now. Definitely a really high winning weight for Chanshan. And Linghan has to watch out for this Liliana because your after image is going to be the one you're going back to. So I'm expecting AG to camp at the after image area of this Mirage, waiting for that after image to come back. And you know what, guys? I just feel like after the break, they just lift the whole game up to another level. They're another version, obviously. They changed. They changed. Somehow magically just changed not like a little. Кстати, у AG саппорт, я на нем очень много играл. Прикольный. С большим количеством контроля. Также дэш есть. У него Q и E это контроль. W это дэш. Щилдом, по-моему. Не уверен насчет щилда. Ну и плюс автоатаки какие-то мощные у него были. ОВП я видел, собирали в мид, пикали иногда. Ну, понятно, на просцене такая практика не развита. Это флип больше. Хотя они взяли AG саппорта в лес, ну как он и лесником считается. С огромным количеством контроля он. Вот, пошел ульт, сейчас будет подкидывание двоих. Найс, и вышел. Жалко, когда он контроль давал, не было никого рядом. Никто не поцеловил по итогу. Инициацию. Ну и все, они объекты дают, по идее. Еще и редбафа дают, да? Да. Нет, редбаф он забрал, кстати. Окей. I think Weibo is looking for more. You know, they are not satisfied with only one member down. There's still one for more things to happen. Like I say, Почти доиграл. minor single attack. Only if
Ну, по мне, у WV АДшник намного сильнее. То, что я видел, по крайней мере. Этого АДшника я видел мид брали на прошлом турнире. Ну, опять инет проседает, сори. Сейчас будет F. Небольшой. Или нет. Живем. This is hyper competitive. Yeah. I would say this is hyper competitive, and we can see Weibo just being super proactive. And again, we shouldn't neglect the existence of this Murat, because I just got this kind of sensation that maybe in the next upcoming engagement, when Murat dash in, it's gonna be super devastating, and AG might be suffer from a devastating burst out damage. Yeah, it's just like game 3, where you can see like Beijing Weibo linking and farming up so good, so quickly. Like AG is there. Интересно на джанглера у AG посмотреть. О, стилю. Неплохо. Oh, look at here, the Avalanche getting caught, but it's okay. Letulu is going to be there to heal back Linghan's HP. This Linghan, this Murat is crazy, and that's going to be the secret round. We already jumped in, but no damage is deemed done. But once it gets taken out, that's going to be good news for the side of Beijing Weibo. The fight is still happening. Chao Chao in trouble, getting taken out. That's going to be another enemy down, and another one. Chao Chao goes out. 4 enemy goes down. 1 for 4 trade in the favor of Beijing Weibo. Beautiful team fight. The only thing that I came into my mind is that Weibo Тимвайт все равно был. making those classic moments to appear in endgame again, showing their Я никого на тебя на подбор ВР не пропустил. Нет. their dominance in game 4. I mean, I could always only have my eyes on Chelsea, right? Look how many things this early have been given to the entire crowd. Basically, from this very point, they wanted to chase back this powerful pullback off, basically. Да, Арли просто фланганула. И спину расстреляла. Без шансов. Я не понимаю, зачем АДшник вот в этом моменте, я сейчас отмотаю. Смотрите, АДшник просто уходит назад. У него есть... Бля. Короче, у него был флэш, у него было все, чтобы выйти. Он взял, вернулся и флэшом... Ну, типа, флэшом вернулся в файт. В чем была логика этого действия? Кубик, привет. Мы смотрим гранд-финал турнира по хоку. Ждем анонса Global версии. Если он вообще будет. If Weibo still holding the same mindset, if they just doing the same thing that as they did in game 3, then definitely it's going to be a secure victory against Beijing Weibo, because the only solution when we're speaking to AG is that Weibo being a little bit overcommitted. Yes, exactly. But here О, пошла инициация. Сейчас может быть... Очень много контроля выдали, но Кора не был рядом. Мидер не смог половить, и опять они проигрывают файт. 3-2 размен. Ну, в их случае это неплохо, потому что они проигрывают по голде, по таврикам. Хоть какой-то отпор дали. Опять же, у AG АДшник слабее понял намного, да. И по фарму, смотрите, 1500 перефарм. 5-0. Ну, типа, Арли очень сильный АДшник. Кстати, уже Лего заказали рекламу. Ну да. И не только у Лего. У огромного количества контент-мейкеров. Я надеюсь, что и у ML типов заказали. Тогда вообще будет отлично. А то если они решили только с Вайлдрифта перетянуть аудиторию, то в Вайлдрифте не так много аудитории, чтобы перетягивать. Тем более, мне кажется, игроки с ML более охотно перейдут. Ой, почти кечнул. Это что на зонтик успел тэпнуться. Только денег на кону 5 миллионов долларов. Чуть больше, по-моему, даже. Это уже гранд-финал. Пока что по картам 2-1. Ну, это минус 3. Бля, как же WB камбэкают? Мне кажется, они в тильте должны были быть. Контраинициация, кстати, пыталась. Попытка контраинициации. 2 в 1 трейдится.
Главное, что они Арли забрали, а они скиллстрик сбили с нее. У нее 7 киллов. По идее, сейчас тут должен был много голды залутать. Кубик, ну, не только в СНГ, только в Азии у них хороший онлайн. Европа тоже по онлайну проседает очень сильно. Даже посмотреть на там даркбрейкера, контентмейкера всякие, да? У них онлайн, ну, копеечный. По сравнению с нормальными играми. Ну, не нормальными, а популярными. Ну, ты как контентмейкер чего хочешь? Ты хочешь, чтобы у тебя был онлайн в игре, следовательно, у тебя будет больше аудитория потенциальная. И легче аудиторию набирать. Но. Ой, какой же кетч, нет? Он вышел. Не, Мурат делает, конечно, много. Зашел в троих, забрал 2 ульты и вышел. Да, вот бы собрались. Вышли с тильта, поменяли стратегию, я так понял. Я сомневаюсь, что они вообще в тильт входили. Они все карты пытаются играть супер агрессивно. И вот в 2 картах у них это не получалось, и сейчас это прям выглядит супер эффективно. Опять же, в одну калитку. Крипа танчат, нет? Нет, не танчат, на ТН. Неплохо, неплохо. Агрессивно улетели назад. 2 подряд карты уже забирают. It's like the DNA in their blood. Like, you have to lose too in order to fight back, you know? I mean, what happened to Beijing Weibo? Like, you started to have some ideas of whether these guys need to be pushed towards the edge. They need those stress to let out, to set out those surreal monster like themselves. I feel like, again, this is going to be the most epic final that we've ever seen. Короче, в этом анонсе, который Инк мне скинул, перерыв между началом игр и анонсом, ну, типа, как он там называется? Короче, между анонсом и первой половиной игр 2 часа. Сейчас еще чекну. 12:45 начинается гранд-финал, первая часть. В 19:35 гранд-анонсмент. 2 часа, да. Сколько идет стрим? Сейчас чекну. Секунду. Где это показывается? Блин, я все забыл. Да. Сколько идет стрим мой? Можете написать? У вас, по идее, должно отображаться. Я сейчас сам посмотрю. 2 часа назад. Ну, уже должен быть. По расписанию, по крайней мере. Минут через 15, значит, в этом часу будет. Lots of those detail movement already shown that Xiaoxi is really in the zone right now. Just check those detail movement that he made. Use his power source. 3 часа даже. Это что странно. А, ну я же начал раньше. Я же начал, когда у них еще эти шли до игр. Где-то за полчаса, за 40 минут до игры я начал стрим, да? Насколько будет частей разделен этот? Интересно. Будет ли у них второй перерыв? Everything went so well for this game for Xiaoxi. I'm expecting him to carry more games just like this one in the next game as well. So next game is going to be so crucial and it's going to be the match point for both sides. Ну, цемка не зашла. Как не зашла? Она просто несла меньше на порядок урона, чем Арли. У WB команда. А у AG просто гиперкора не было никакого. У них был танка-лесник, танка-топпер, танка-саппорт. Что ты можешь сделать без дэмэджа? Когда у тебя два таргета, которые могут наносить урон, их просто зафокусить и все. Камбэк пошел, да?
Hunt to farm up, right? So everything just being well designed, and I'm just ready for this. Xiaoxi MVP. Xiaoxi MVP. That actually rhymes. Xiaoxi MVP. Xiaoxi MVP. Look at that great damage to the tower. 34.7k. Amazing KDA. Outstanding performance. Damage to towers 35 тысяч. Неплохо. Это что, Сион 0.20? Типочек явно освоил дрифт, я смотрю. The only way to move is defeating the enemy, and this is what they did in game number 4, balancing out the ties. Now, right now, 2 versus 2. Can they get this 5th game? That's what I'm talking about. They got the fire started. Can they keep it burning? And I mean, like, maybe they can just keep this kind of momentum, and we know that AG is not like those easy rival, right? Just all right, I give up. No, not at all. So definitely, I'm really looking forward to that next game. And I mean, back into this replay, I would say so many countless highlights have been made by Xiaoxian. I would name one. That is this one, because we know that actually Xu Bichen made his reputation in HOK by using this only in exactly the same position in the mid lane. And right now, Xiaoxi is just doing the same thing. And it really hurts, you know, if you see this thing. You know, by watching like Chelsea thriving in this battlefield is giving me ideas. Somehow I was kind of wanted to see like Xu Bichen play this early. This is another way trying to looking for a revenge. You have all that you need to form like this. Один говорит, второй подпёздывает. Even better ones, maybe. I have no idea. Про аналитиков. This will be the challenge for Xu Bichen, right? Inside this BL7, you have to use this most signature ever hero from your own side and trying to make a way back. And right now we're watching Beijing Weibo chases 2 games in 1 row, even though that AG rounded themselves up with a very good leading opening situation. But right now, I think they are obviously facing a different enemy. The opponents are different. They are upgrading as the time goes by, you know. Initially, early 2 rounds, a little bit, you know, tensioned up, a little bit nervous because of the crowds. Completely understandable, and I believe this will be the super. Ну, я бы тоже дилдовал, если бы на кону было 5 лямов долларов. Понятно, они все равно на втором месте, поэтому заберут какую-то часть, ну, какая-то из команд. Какую-то часть призового, но, как говорится, 4 миллиона лучше, чем 1. Ну, я не знаю, как там распределяется призовой фонд между первым и вторым местом, первым, вторым и так далее. Полагаю, что первое место где-то 3 ляма, второе место около 2 лямов, и там дальше распределяется. Чисто предположение. Да, Денис, ты же писал. Ну, я, по крайней мере, заметил, просто вслух не прочитал. Если вслух каждое сообщение не читать, можно и кукуха поехать. I think, the game 5, whoever wins it, will be really amazing because you get to have the upper hand. Но зато мы видим больше карт. Мы видим более равную игру. Да, репорт, тебя тоже. Удачи. Game 5, AG will be sticking on the blue side, while Beijing Weibo might be still suffering from those fact that they have so many 6 bans on the red. Butterfly, maybe Dacha will be considered on the side of AG. О, и нет F. And I think around game 5, do not give your enemy that kind of possibility to get a Dacia Foods pair. This pair is just too amazing as the time goes by to the game, like round 5, round 6. True, because it might be the biggest uncertainty when you're going for this match point buy. So definitely, I would say whoever stay on the red side, which will be like Weibo probably, right? They need to ban away Butterfly, they need to ban away Danchao. So actually, Xu Bichen can guard the Slims or not. Yeah, maybe it's going to be a really high percentage that they let that Slims out. Definitely they're going to grab it. They need this point. They're going to be on the blue side more. Давайте погромче делаем аналитиков, опять же. Потом, как будут комментаторы, сделаем их потише. For AG. AG need to make it happen in this game number 5. If they do make it, it's going to be a lot easier. But I feel like Weibo definitely coming back super strong. Completely changed character. Completely. The mood is totally different. Yeah.
I mean, somehow, like we previously talked about, like AG is saving with a lot of AoE shooters as the remaining choices. Still, Lady Sun for Game 6, those limbs, Caphany, Thierry is going to be all available and early. But somehow, I think maybe AG is considering like Game 3 and Game 4 as a matter, you know, you have to let something go in order to get something returned like even more. So I think with no further like discussion more, I think Game 5, AG and Weibo are setting everything they have for the remaining hero. So let's get a witness what will be the BP, and we'll be taking a short break before we come back for Game 5. Окей, 3 минуты ждем. Следующая катка не решающая, нет? Ну, типа, БО4, ну, до 4 побед. БО7. Это вопрос был. Я просто закрылся знак вопросика у тебя в сообщении. Ну, блин. Давай, минута 20, осталось немного. 2 карты. Минимум. В идеале 7 карт увидеть. Ведь так, сейчас побеждает AG, потом WB, счет 3-3, и мы смотрим максимально напряженный финал. Вопрос. Героев за исключением Алана будут доступны только для глобального севера, или же китайские тоже ими обзаведутся в будущем? Так как бабочка только в Бразилии есть, а в Китае пока нет. Это сложный вопрос на самом деле, я не могу тебе на него ответить. Посмотрим, как будет выходить, но я предполагаю, что будет релиз какого-то количества героев. Понятно, некоторые герои будут переделаны по-своему. Вот, для каждого сервера, скорее всего. И постепенно с Азии будут добавлять их, также переделывать, локализировать, скажем так. Арену нам показывают. Вот такая она. Большая арена. Блин, как красиво там. Я бы скатался. Съездил бы. Чисто погулять. И турнирчик посмотреть. Alright, we are back for Game 5. Who will be the team gets the match point to their side, AG or Weibo? I have my own preference, leaning more towards Weibo because I think they're more hyped up. They have that mentality they need, you know, trying to be a very contested opponent for AG. And I feel like Weibo is really in the zone right now, right? Because they are just showing a different level of playing. А, вот Вазиш, да, бабочка есть. Ее ж банят на турике. Точно. Патрик написал. Because obviously we can see how stunning he played in game 1 and game 2. So I would say this is a game when it comes to the match point, AG shall like maybe can just highlight. Они же играют китайскую версию, нет? Те герои, которые есть на турнире, по идее, есть на Азии. Или нет?
he needs to carry the team forward. He's so good with those assassins, and he needs to do it for the whole team. Getting this match point as we are going into our game number 5. A lot of expectation on this Jungi. Which hero is так, сейчас я, пока катка начинается, будет ван пик стадия, я отойду на минуту, вернусь. Carrying the row. So definitely those core players need to step it up. It's gonna be game number 5. The time is gonna be running out here. Who is gonna get this match point? I think, yeah, AG have already tested out the water. You know, they're switching the balls to either different positions. They gave Chanshin the opportunity to carry the team, but unfortunately, I think that Liliana is not working that well. So who will be the carrier? Maybe Zhongyi, because Zhongyi is so amazing using that Jin. I can't hear myself because the audiences are shouting too loud. Wow, it's so crazy. I mean, because everyone's shouting out, get the match point, get the match point, because they know that it's going to be super vital if you go 1 point ahead of your opponent. But look at this. The ban is already out. Liliana is not going to give it to Huadren. Oh, definitely. 100% winning rate. Caffeine already getting banned out. Butterfly, no surprise there. And Zip getting banned out. And Jing definitely not getting a let out. So what will be the first choices for the AG? Dachao is an open choice. And Dachao is not going to get, banned, so it's going to be the first choice. Definitely, that's going to be a high percentage win composition surrounding Dachao. Definitely, maybe we're seeing that Foods is already getting paired up because, Foods and Dachao, this composition is very, very well known, and it's going to be that composition that we see in the knockout stage, in the group stage, and it's going to be Joey. It's going to be a really, really nice compliment to this solid composition. Что тут рассказываете? Получается, что игра есть пока только Китай и Бразилия, да. В Бразилии год, в Китае с 2015 года. Идите, пошли. Так, что у нас? Знаю второго героя, это Топпер от AG. Третьего героя тоже знаю, не помню, кто это. Джанглер, maybe. Потом у WB. Первого чемпиона не знаю. Второй герой это Миямото Мусаши. Лесник. Третий герой это Адешник, мы его уже видели сегодня. Причем от этого же игрока WB. Так, это Шен у нас. Локализированный, так скажем. От WB. Третий богомидер. Ну да. Окей. А, мы его тоже видели сегодня, этого мидера, да? Это он мидлейн сначала клирил, душил очень сильно, а потом они проиграли, по-моему. Мне кажется, что у EG какой-то сквишовый пик, возможно, я просто не разбираюсь в чемпионах, но... Ну да. И у WB пятого героя тоже не знаю. Что-то смотрим. Musashi jumped in. He's gonna have so much protection. He's gonna go crazy. And Linhan is a really, really good Musashi player. With on top of that, they have Huadren as this burst assassin in the mid lane. Ну, я понял, да, что за чемпион. Это мы его сегодня не видели. Прикольные по механике герои. Механика у него простая, относительно. Ты ее понимаешь. Мидеры мне не особо нравятся прокастеры, я точно на них не буду прям мыть их. Понятно, видосики буду пилить, но контент основной будет, сразу скажу, по лесникам и ядошникам. О, я забыла подключить, кстати. Сори. Так, что мы имеем? Я банок, кстати, не обратил внимания. За третий чемпион забанен в AG. Его, по-моему, сегодня уже банили. О, но вы не успели, наверное, увидеть. Организация турнира, конечно, на высшем уровне.
every single player on the side of Weibo need to have a goal lead against the Топер AG ульт, как у Камилы Свер, да, вот этого топера я знаю. У него еще копье, которое он крутит скилл какой-то, да? Крутит копье и там всасывает много героев. И опять же на копье прыгает и закрывает в клетке, но клетка намного меньше, чем у Камилы. Если я правильно помню. Тут было 7, да? Было 7. Потенциально еще 3 игры мы увидим. Ladies and gentlemen, let the party begin. Let's see. Game 5. Whoever gets a victory will be holding their chance. Опять нет проседает, сори. F. Ничего с этим не могу поделать. Ну. Можно? Кимбэк. Спасибо. Качество упало. Супер 2-2 стоят. А, нет. А, они сопнули лайны. Нормально. Интересное решение. Возможно, просто топерам друг друга неудобно как стоять, или до линии. Какой-то из команд. Будут ли они обратный свап делать? Пока что они просто бегают фулл лес клирят. Возможно, для этого свапались. Чтобы агрессию наводить в лесу. Ого, он ауинится просто фулл. Хил прожал. Еще хила выжил. Сильно. Добьют? Добили. Ну да, Дэшник потерял флэш, почему бы не задавить его? From Dacho actually are catching it up right to the following damage. Only one minor hit will do, and here comes Catch complete that first blood to the side of AG. Super amazing because I think all the теперь AG решили в агрессию играть. У них достаточно скишовый пик, но агрессивный. Насколько я понимаю. Yeah, I feel like that dirt skill was really even outputting into place and really in a nice position because he had nowhere to go. If he go top, he gets by Dachao's dirt skill. If he go bottom, he hit by the fires of Changshen. So that was a really great strategy. ASG just forcing this, Weibo to his corners, allowing getting the first blow on this side. Here's gonna be Shangguan jumping in. There's gonna go to the air, and the Zenio combo coming in, picking up Jui. Это может быть потенциально минус 3. Changshen has to go away, but Dachao couldn't get away. That's gonna be a 0 for 2 trade. I mean, they're allowed to keep doing this. Флэш выбили It is тоже. a really nice start for Weibo to execute their own competition because as we Да, они не mentioned сейчас back слышали to the прижимания. draw, А, они были без слышать, потому что они до этого инициировали, да? И поэтому и кечнули так легко. Ну, листик изначально без флэша с мейтом. There's no way out. Like this is one-way ticket for Beijing Weibo. They have to get everything out, ready for the early game ingression, the early game engagements here, or otherwise, as the time goes by, with the teleportation channel goes on, you can see maybe it will be in a shortage for Beijing Weibo to fight going against the AG. So they're cherishing every single second they can have in this game early on in the early game. Потенциальный вин в ВБ-7. Ну, исходя из того, как они камбэкнули, даже в минус морали после 2 поражений, вполне возможно. Они контроль-карты хорошо навязывают. Видно, что почти всегда давление от них. Вернись на базу. И сейчас назад, по идее, прилетят на это. Нет, это не тот герой, о котором я подумал. Через ульт Мусаши кечнули еще. Возможно, минус тавер. Нет, минус таврки не будет. Но минус половины таврки будет. Ну, плюс 2 объекта должно быть, да? Потому что AG уже не успеет ротацию дать на второй объект.
slow team, but right now, Фулклер леса будет от Мусаши, и потом уже на второй объект пойдут. Возможно. Если у них есть вообще нужда такая забирать этот объект. You know, you push them really, you squish them really hard. Like they bounce, they bounce back even harder for this. Каверли АДшника, и теперь будут группиться на втором объекте. Возможно, будут медленно играть, потому что если у них будет информация о том, что AG фул в верхнем сайде, АДшник сможет пропушить. Но уже джанглер сместился отпушивать сайд. Да, дэшник далеко не заходит. У них вижена почти нет по карте. Только что показывали Red Team Vision. Но они очень сильно распятились, WB. Это минус 2 героя. 2 в 1 размен. 2-2. Минус Метавр. It was Beijing Weibo tried to take the first hand and went so well, but it is AG that just overturned the whole situation. They are bouncing back, and they know that utilizing this kind of Dasha strategy, they can just easily microing this game from now on. I think as long as Chenfeng is safe and sound, you know, having like this Zhou Yu back in the mid lane, like Chanshin can have those fires all like saving, all available for like Beijing Weibo. The fires, the flames, the wind is gonna be waiting Beijing Weibo for the upcoming team fights. And yeah, I think as long as you have that fires ready for you, as long as Shubi-Chen is just connected with that Xiao, that's it. You can initiate it at every single time, and Zhongyi will take turn trying to participate in. Gradually, you're seeing like maybe Beijing Weibo is losing their opportunity trying to fight for the vision in the river. And I mean, like, we mentioned about how aggressive that Weibo was in the early game, but the problem is that the goal difference never be enlarged. And that's some detail that AG did so well, help them to just hold it on a little bit more and buy them some the time to do Look this at here! Shibi-chan have no vision, but he knows that someone is in the grass, making the first initial move, and now they're gonna back off right now because they know that they already scared Weibo is backing up right now. They need to go back for the re-engage, but look at Jimo's position. Kind of really want to go for the fight, but they haven't took out the mid-turn yet. That's gonna be another great thing about AG. Good news. Только не понимаю, зачем они фул оставили That ботлейн. meaning they're gonna have less invasion on their jungle side. Дают таверку, боятся, что редайвить будут под драконов. For AG, because they know that they do not need to be in hurry. They do not be in rush, because since this kind of go different isn't that big, isn't that significant, so we will well be lack of burst of damage to take even one of the member on the side of AG from now on. It's gonna be slowed down for a little bit. The pace definitely need to be slowed down on the side of AG. They have this Fuzu, they have this Ari, who's like giving every important like items. AG достаточно мобильный, поэтому она не боится заходить. Так Сейду толкает, да? Просто почти до туда дошла. Я никто не закрыл. Даже не пытались. Понимают свою возможность, скорее всего. So hard with the wave, very hard to fight back. Yeah, the cruel fact is the clock ticking on the side of Weibo. Definitely. I feel like Weibo needs to, you know, regroup and find the perfect rhythm right now, because they're a little bit lacking behind in those goals. Those build goals is going to be really gradually building on the side of AG. Definitely this Tyrant is going to be the crucial factor later on. And here, Musashi getting it started. They don't have any vision. The vision control is not that good. Zimo going in, using those attacks. The Dasha ultimate coming in. Shangguan going in the air. The damage is not going to be out. Gets taken out by Linghan. Linghan still doing those damage. Столько кнопок нажали, только один в один разменялись пока что. One for one trade, but AG still pushing forward. Check Linghan's positioning, just hiding in that kind of bush, but he's a little bit disconnected with the rest of the team member, and somehow Chanshin just do have this kind of sensation, trying to use his skills and trying to test him out. Yes.
I think just like we said earlier, as long as you have Joey this Chanshin in the mid, this fire is gonna be everywhere. Weibo wanted to take this turret in their favor. Danchao rushed it in, trying to create something. Look at Fuzi getting bind here. But the fight still keep going on with such a safe mentality, just wait for the right moment. And right now he's dashing in, and Joey has been denied from the battlefield. Да, Безима просто неубиваемый герой. Я имею в виду чувак Безима, который играет на чемпионе. Не знаю название героя. Он выживет? Нет, не выживет. Все-таки Дачейзи убил. И сам умер. Yeah, we're gonna go back for that replay first. You can see that Irie actually took down Chaoshi at first, before the battle even started. And you can see that Irie jumped behind, go after this Chaoshi. Chaoshi has the ultimate available from Shingy, but Shingy couldn't get there in time. Then the battle is gonna be happening on the second part of the map, where Zimor jumped in, but it's already too late. Shinra already came back. Просто быстанули чемпиона, который он летел. Every flash was exhausted on the side of Beijing Weibo. Zimo trying to get away at the last minute, but here it's gonna be that ninja, that Irie jumping into the deep, getting the kill, but still getting the trade off, making the better trade for the side of Chengdu. У нее дэши просто. Пропрыгала через двух героев, которые заняли ее. As long as teleportation is working, AG does not need to worry about the upcoming damage, right? They have enough tankiness, they have enough vision, they have enough AoE damage coming from the fires. So everything is gradually up in the line where Beijing Weibo, this kind of like bursting like or otherwise one-time damage composition, it's making them suffer a lot, because after you're done with your ultimate, what's coming after? What's there to follow? They have to pick like smarter decisions at this very point. And the angling matters a lot, and it's going to be the ambush right now. One man be bound, but everyone is aiming for the cat. Cat has been denied from battlefield right now, and it's going to be KO. Бля, такое количество героев, которых я не знаю, что файт вообще супер непонятно проходит. Ну просто 4 в 1 трейд. Даже ничего сказать не могу. Когда релиз? По идее, в феврале сейчас будет, ну, должен быть анонс на этом турнире официальный. Ну, как говорит Вальхала, официальный анонс уже провел. Taking away their teleportation, that allows Weibo to make the better comeback right here. As long as they take out this dash out, they're not going to have the teleportation enough to go back and refresh himself. Yes. As long as you can get this Ну, Саси режет, да, это правда. Я смотрю, влияние на игру вот, прям большое проводят именно джанглеры и АДшники. И АДшники меньше, чем джанглеры на порядок. Ведь грамотный джанглер очень много будет влияния на карту производить. Если будет джангл див, то он будет реально див. Directly shut down the motor, shut down the engine, so that they cannot simply just using the teleportation to go back and forth all the time. They are not due the engagement in a reckless way. On the other side, they're taking out the course twice in a row, like triples in a row. So definitely Weibo is keeping a clear mind that how they're gonna bring AG into the darkness. I feel like Weibo's composition is working. They're doing really, really nice right now. They're having the go ahead, so they have the burst damage available to take out this dash out, even if they have the teleportation available. So yeah, with the lead, it's going to be easier for Weibo to come back. Right now, they're pushing in on their mid-turrets. Even though they lost their mid-turrets, they're going to get those dragons, get those neutral objectives, because they have most of the control of the mini-map. Запрыгнул, дэшнулся назад в секунду. Ну, их очень хорошо зонят. Они даже подойти к объекту не могут. Топпер дал ТП. Они сейчас в преимуществе здесь на одного чемпиона. Нет, уже нет преимущества. Второй тоже дернулся. Минус 2. 2 в 0 размен. Отдали объект, зато выиграли файт. Надо идти забирать у них лес.
Можно быстрее преимущество наращивать, потому что пока что игра равная, плюс-минус. 500 голды перефарма, это, ну, понты. Да, замесы кайфовые. Но еще сейчас объектив дефать дракончиков. So yeah, they need to form a good formation, not letting this dot shot to be in the danger. So their formation have to be really protective to get this dot shot in a really safe environment. They're still looking for more things going on. They know that might be the most important, crucial factor. Мне кажется, лес будет нерфить. Вряд ли. Так, в принципе, должно быть. Лес сложная роль. Значит, и влияние у него должно быть хорошее. Неправильно сместить. Ну, и он от команды зависит, опять же, лес. Нет смещения, нет понимания, как работает ротация по карте, командная составляющая. Ну, все. Сами файты проводят в большинстве танки. Танки мидеры. Ну, и у мидера должен быть подходящий скиллсет для реализации файтов. Но доминацию на карте наращивает именно лесник. Опять зависает. Да, от сапов очень много зависит. Саппорты влияющие. Если каждая позиция отвечает за свою составляющую, что, ну, как и должно быть. Конечно ли, никто его даже не поцеловал. А он выжил. Он тэпнулся назад, да? Я даже не успел увидеть, какого героя кечнули. Файт за объект. Походу, EG очень сильно камбэкают. Объект их. Минус 4. Это минус 5. Это потенциальная пачка в миду. 35 секунд. 40 секунд. Без таймера. Они идут эндить. GG. Красиво. Красиво. Камбэкнули просто на ровном месте. Хорошо. Ну, красивый камбэк был, согласитесь. Они проигрывали. Ну, как мне казалось, они проигрывали. Их кейчили, их душили, их давили. Просто на одном файте 5 на 5 показали, что их тимкомп не просто так собрался. Trust to Zhongyi. We believe that Zhongyi's Jing will be carried the entire team. We strongly believe that Xu Bichen will be that center superstar representing AG. We believe highly on Cat with those very deep, very solid gaming experience, trying to direct AG into more better decisions and directions. But also, at one time, we're neglecting one member, Xuanyan standing up as the newest member joining into AG, but most саппорт ОГ засолил, так сейвил. Я, кстати, не обратил прям внимания на саппорта, но видел инициацию топера AG. Саппорта, который дает ТПшку, да? Ну да, значит. Давал влияние свое. Опять же, сложно комментировать, сложно как-либо анализировать ситуацию, когда ты не знаком со скиллсетом героев и, в принципе, только на ротацию можешь обращать внимание. Смотря на ротацию, она у них просто сумасшедшая. Каждую минуту карта выглядит абсолютно по-разному. То есть смещение чемпионов, нет такого, что на линии стоишь и дрочишь по 30 минут. Нет. Огромнейшее количество смещений, печи, гапов. Красиво. Что могу сказать? У нас телепорт игрок хорошо ставил, да. Это я замечал. Это пресс на базу. Опять же, у них сейчас фулл сетапы были на спейсинг. То есть у одной команды саппорт может давать телепорты, у второй команды может летать топпер. Он же был топпером, да? Ну, Шен. Нет, он был не топпером, он был саппортом, по-моему, как раз. Вот. То есть два саппорта, которые навязывают мувмент.
дают. Хороший потенциал в смещениях. Вот начинался файт, вы могли заметить, что просто тэпался раз, стоппер на ТП, и второй на ульте прилетал. Ну, я не знаю, какая у него эта кнопка, ульта не ульта. Он мгновенно за ним уже прилетал, и 5 на 5 файты становились. Because they're the one initiating on the dragons. They're the one standing up front, you know, trying to figure out who will be upcoming, you know, trying to choose who's trying to bind with his foods. And they're literally just luring that Weibo out from their own jungles, right? They're using that Tyrant as a bait, trying to get things away. Да, это был саппорт. And Tribujin is all ready for the battles. And который на ТП мог прилетать. Beijing Weibo really needs to be like trying to find harder for those very minor, detailed and opportunities make it towards Cat, but you know, Cat has been so cautious with positioning, and everyone is, you know, taking turn trying to take care of Cat. So yeah, so just mission impossible for Beijing Weibo to find this through. Часть тимфайтов у саппортов просто запредельная. По 90%. Ну, в принципе, и логично, через них файты навязываются. Gaining for this type of position, they're not gaining for this strategy. Actually, Weibo on the side just give the permission, allowing AG to do so. Yeah, I feel like that was a super risky move, letting that dash out. I mean, they did a really great opening. I mean, they did a really good play in the beginning, getting that kill on dash out. But in the very end, it didn't work out so well. And no doubt, it's going to be Sharon on the top lane here for AG, getting the MVP, the most valuable player, damage percentage, 26%, and that great KDA of 5-2-8. The man was there to do the split pushing, to jump in, to get Xiaoxi out of the picture before the fight even happened. So yeah, he когда играют осторожно, did приятно a смотреть, lot of согласен. work for the team. То есть, ну, Арам было бы не так интересно, где просто выходят и 5 на 5 дерутся друг с другом, бесконечно умирая. Опять же, на про-уровне почти всегда флэш оставляют на фейтбэк. Это то, что я заметил. О, ТП пошло. И он сразу же, видите, тэпается? Сам на ТП. То есть, ну. Да. Опять инет. Unlucky. Staying in the arena, looking at every single possible answer and moving in performances from you, and you are like given extra better performances than like early on previous one. Let's see, Irie. Just right at the spot. Ну, плюс-минус понимаю скиллсет чемпионов, но не всех. Очень много незнакомых героев. A lot of highlight can be seen from the rest of the members. He's just gonna, you know, keep silent and just making his own movement, and just somehow it's just gonna surprise everyone. And also speaking to his history, speaking to his play in the league, actually until the Challenger Cup, they still did the rotation on the top lane, I mean on the side of AG, right back into the summer season. But after he make it as a secure position to be played on the top lane, and they just grabbed the runner-up in the Challenger Cup, and right now to see they got the match point in the final of the KIC by this splendid Irie pick. Yeah, definitely Irie came out of nowhere. I feel like he always has that Irie available for him, but he didn't really use it that much. So bringing it out in this one really, really surprises me. And this match point in this next match for AG is going to be another exciting point, because also we're going to see that Weibo. Пока что WB очень сильно камбэкают. Они просто 3 карты подряд забрали. Мне кажется, AG должны быть на дизморале. Но, конечно, было бы хорошо посмотреть счет 3-3 и финальную решающую карту. Но больше шансов у W, мне кажется. Они агрессивнее играют. Требуем еще одного чингука. Я не переживу, не надо. Аналитики проведут свой анализ. 4:43 до следующей карты.
in your pocket, only aiming at the future, only Давайте пока у нас таймер идет до следующей карты, я выключу. You did so. Beijing Weibo in the very previous 4 rounds of the BO7s, they are all like this. 1 way behind, 2 score behind, but they always manage to fight back into the ultimate battle and win in the ultimate battles. I see no challenge setting up for Weibo, but the reality is, can they find a breakthrough composition? Is the remaining hero pool enough for Beijing Weibo to fight back in Game 6? And again, last time when these two teams played each other in the final, that was 3 years ago. That was 2020. And at that time, Weibo, being the underdog, just make it to the ultimate battle and 4-3 AG. So definitely AG don't want to let the story be recreated again. Definitely, they both have a long history going, but definitely I'm leaning towards a little bit towards AG right now because they have that winning streak in the winner's bracket, and with Cap by their side, the veteran player with this all-time coming. So yeah, the GOAT, the greatest player of all time, getting those FMEs on Downshine. So he's been here. He knows what to do. Definitely, this row is going to be not a strangers to AG, and they're back in their hometown today in AG, in the AG Stadium, the Chengdu Stadium. So yeah, I would say this next match is going to be super important. So AG is going to put every single resource all in this game. Number 5, number 6. Just take one shot. Just take one shot for both teams. It's a one-way ticket to AG and to Weibo as well. Weibo have to give everything out so that they can make it survive till the very last battle. Whether it's the same, we have no idea. We have to give our expectations to the camp players staging, sitting on the stages right now. We'll give them field time of the break so that they can recover a lot from the failure and the excitement. So we'll be taking a short break before we come back for Game 6. Ну я сейчас зайду, пока у нас есть свободно 2,5 минуты, на сайте положу. Сколько? Что у них на офсайте? Так, это понятно. Server introduction. Game now available in Brazil. Да, это понятно. А можно какой-то, ну... Returned for more regional tests. Можно более подробную информацию? Окей, ничего не могу найти, никакой информации. Что как, что так сразу. Это не в программе было, да? Ну, а где ты эту программу посмотрел? Я хочу открыть, может, у них расписание уже поменялось? Или просто мы не так время смотрим, я не знаю. У них в описании, да, написано? Ну, погоди. Нет, не написано. Unlock. Ник забайтился. Ну, если что, виноват он, конечно. Всегда так было. Ладно, начинается у нас следующая карта. Давайте ее посмотрим. Почему бы и нет?
and gentlemen, as the time goes by very quickly, how time flies. Gradually, we're going to see the game 6 between Chengdu AG and Beijing Weibo. Right now, Beijing Weibo is losing a bit because they have a very brave test, a very brave, very creative experiment, you know, test out whether this kind of composition is working going against Chengdu AG statue and Fuzi pair, but you know the reality really hurts. А, собственно, это же сейчас AG выиграли, да, они камбэкнули карту одну, все. Like has trying to like figure out these kind of compositions, spending so long a time, but the reality really hurts to the side of Beijing and Weibo. But for the game 6, they managed. Я почему-то держал в голове, что WB сейчас 3 карты подряд забирает. А нет. What will be the man standing out for the team, or otherwise, is it gonna be AG? You know, finish everything off tonight. I feel like I would say that was a gamble on the side of Weibo to do so, right? And the only thing come up into my mind is that stay on the бан side. WB. Они банят, я так понимаю, это бабочка или нет? Тот герой, о котором вы говорите, да? Это ее прям не любят. Trying to do not let distribution to have that, or they can just ban away more common picks. Или вот эта бабочка, короче, они очень похожи модельки, я не понимаю. Почти $3 миллиона баксов за первое место. Ну вот. Неплохо. Писюка банят. Опять этого чемпиона банят. AG. Второго. Не знаю, даже не посмотрел его список, по-моему. Принц Ланинг. Его мы видели. Бабочка справа, окей. Блондинка. Да, они обе блондинки. It's gone. I mean, a lot of target bans. A lot of target bans. You know, давайте посмотрим на пики. It's like game 6. The target is very obvious. Like, you know, it's very obvious to. Да, я понял уже. О, вот этого чемпиона их посмотреть. Его банили в прошлой катке. This is a historical hero. Темная лошадка сейчас будет у нас. Драфт темной лошадки от WB, походу, идет. In that game 6, right? Make it to the Outland battles. Is it the same? Game 6, everything Sims. Quite similar. Look at this. Jin, available. Why not take it? У них, блин, я не знаю, что первый герой делает у WB, но пока у них сильный драфт, как у меня. Whether it's going to be Beijing Weibo using the famous Jin, using this famous Zip and trying to bring it to that middle, or AG just can back off a little bit more and utilizing their favorite Насколько я помню, AG сейчас пикает АДшника. Бан-стадия. Ну, или бан номер 7. Не хотят отдавать. Ну, лайки, я бы посмотрел. 3-3 уже, ты прям уверен так? Маш Раю? Мне пока драфт WB тоже больше нравится, ну, исходя из двух героев, которых я знаю, по крайней мере. Я могу отталкиваться от Mirror Blade, которая, ну, ОП в правильных руках. Джангли Ребрут. Окей. Привет, Хала, с хорошим настроением. Немного не в теме, это архив какой-то или лайф. Сейчас идет турнир. Финал. БО7. Если всадник на коне, то можно ждать все что угодно. От грамотных толчков до полного уничтожения тонких целей. Я понял, как ты говоришь, да. Ooh, this is going to be really risky. I mean, not even using once, but also on the bright side, however, using this first hero for the first time does. Давно Хок ушел? Пока еще не ушел, пока он еще не вышел. Подготавливаюсь. Если он вообще выйдет. Ну, как говорят, уже офф-анонс. В феврале. Выход. Но я никакой такой прям подтвержденной информации не обладаю. 4 января еще какой-то анонс должен быть. От Венхала, насколько я помню, да? Посмотрим.
being so aggressive in the early game. Who's gonna take it? Definitely AG have that, you know, those match point priority. But look at Weibo using the signature Ling Han. Definitely, I'm leaning a little bit towards Weibo this side. Me too. Like same, very good effort because yeah, there's like speaking of the term of the attacks, you know, the term of the like damage they can possibly find in the team fights. I think yeah, definitely. You have Jin, you have this Huang Zhong. You can see they can deal damage far away from you. From my own perspective, I think that maybe Chengdu AG might be suffering a lot from those shortage of those melee heroes, right? They have Xiangguan, they have пусть сам все движухами. Надеюсь. Но пока что у меня траблы только с нетом есть. Оборудование все есть. Интернет подхрамывает. Не знаю, как пофиксить. Там я живу только один провайдер. Надо будет звонить, узнавать, договариваться. Поехали. Хочу заметить, что AG не идут в мид. Они сразу по двум сайдам пытаются смещаться, а тут сейчас будут пытаться отвечать в миду. Нет? Нет. Я хочу посмотреть скиллсет этого чемпиона, который сейчас саппорт у WB. Один контроль есть. Какая-то связка. Я так понимаю, если он не выйдет с этой связки, его притянет к клипу, нет? Значит, смотрим, лакай порядом. Нет, просто какой-то дабл дэмэдж, походу. У AG лучше эрли, говоришь? Ну, мы не видели пока что реализацию эрли пика. Они лейтовым пиком в эрли выносили. Вот что-то... Он съел крипов? Своих крипов съел? Вау. Просто вау. Вот это прикольно. Это Broken Sub? Но его банили, я видел, да. Ну, механик рафляный у него. Он может героя съесть? Союзника, допустим. Не говорите, что может. Я не верю. Персов? Может проглатывать персов тоже? Врагов может? Или только союзников? Ну, допустим, я могу стянуть всю команду себя, флешнуться в них и выплюнуть свою команду на них. Оп, съел крипов. Но он в себе недолго их держит. Союзников только, да? Прикол. Интересная механика. А, ZP есть только одного союзника. Окей. Ну, это балансно, да. То если бы он хавал всю команду, флешился и выплевывал бы на них 5, точнее 4 каких-то, не знаю, коров, это было бы сильно. Слишком. Все вот так у него, смотрим. Так, его кетчат, он должен нажимать ульт. Нет. А, нажал ульт, но я не видел, что произошло. Слишком быстро взорвали его. Ну, для WB карта печальная начинается. Ульта, не смог подвышку подкинуть, это был бы килл. Всех, кто рядом есть. Прикол. То есть он сейчас потенциально может съесть какого-то героя, зайти к себе под вышку, и этого героя будет дамажить. Ну, с ульты именно
да? Или он не может двигаться, когда в ульте? Сейчас посмотрим, как она работает. У него она откатилась. Я надеюсь, в каком-то файте я смогу обратить на это внимание. Пока что IG навязывают агрессивную игру. О, посмотри, сейчас есть. Не успел съесть. Не успел затонуть. Окей. Ну, забор стерео, да. By the side of AG. I like something is missing, right? Obviously, though the vision is not there, given like a fuller master of this mini map on the bottom side. Obviously, I think the mine should be set by Chelsea into that unknown area, and from now on, every single bush needs to be. Номер Блейд уже, кстати, по фарму нормально идет. Be careful with the bushes. It's gonna be really dangerous when we have. Я думаю, номер Блейд должна импакт носить хороший. Хотя там не то чтобы пик фишей, чтобы она прям импакт носила. Он сажает крипов, при 4 тиммейтов, и на ульте залететь под тавер условно. Это круто. Wow, a lot of aggressiveness from the side of AG. I do like this. I like the aggressiveness they bring in the first half of the game, and now they're gonna use that, you know, cat's. А Дэш никуда выбьет Олесю, который сейчас на Бразилии, или нет? Или я путаю? Просто паттерн атаки похож. В одних теме удивизит. They are a little bit behind in those goals because Linhan haven't got those tempos started. Definitely he's building up on those Axel tournaments. He needed available those couple more items to get the engine running. I mean, you know, Beijing Weibo definitely got more gas in the tank right now. They need to get this engine started, and they need to get started really quick because AG already got the small lead over them. Let's see Raz here. I think Beijing Weibo still have hopes in the mid and the late game, right? We were talking about those like mistake tolerance. We're talking about those very solid damage dealer when it comes to late game team fights. Тоже с такой пушкой в руке. Ну да, я уже смотрю, у него скиллса другой. I think it will be okay, but when it comes to the gold tier, look at Thierry, how many go he actually got. О, это минуджин? Да, это минуджин должна быть. Хотя мы на 4 средние скиллы через крипов. Без шансов. Ну, я знаю только, как колесо выглядит на Бразилии. Well predicted by AG. You can see that tiny detail. AG using that blue as a bait, and they grabbed it. Linghan grabbed Забайтили очень хорошо, кстати. Getting the blue, but look at here again, Julian doing a lot of damage. That's how they got Linghan so quickly. Linghan has no blue right there. He was on the run, and AG got the hot pursuit on him, gaining another great kill, gaining another tempo point for the side of AG. It's gradually becoming quite hopeless, you know, for Beijing Weibo trying to find back, looking at the goal deficit, looking at how much like AG is leading. Тут съедают вышки, съедают всю карту AG. Is moving towards the third item he wanted to build in this particular game, and Первый раз решили взять крысиный пик. Смотри, на Джин просто 130 пульс. Только не инет, пожалуйста. Zip wanted to initiate found Jaren on the back lane, but Jaren wanted to initiate more, but let's вот инициация сейчас пойдет. Минус 2 должна быть. Минус 2. Минус 3, да? Также Джинка просто кайтит. Ну, пыталась кайтить. Тепла. Это минус 4. ВВБ. Они пока точно не едят. 8 минут и всего. Но забирают фулл лес и, скорее всего, один из объектов. Укета Чебана жив еще. Да, берут объект. Вроде прям очень сильный орли. Плюс там ставка придает экономику, плюс 40% золота. От всего, кто рядом. Неплохо. Ну да, по деньгам очень сильный перефарм.
4000, 4,5 после этого файта. Какая-то какой-то одного связано, второй получит 60%. О, это прикольная механика. Значит, катаешься, я пока играю, чилил. От рифта, восстанавливал нервные клетки. Again and again, higher and higher for Beijing Weibo trying to climb up. I think like gradually you're saying AG is like gradually getting themselves as a mountain standing in front of Beijing Weibo. There's no light. There's literally no hope at this very moment. Watching at the goal differences, watching about those item differences, the overall damage is just not yet ready for Beijing Weibo trying to fight back. And right now we're watching at AG taking every single jump. Дойти бы до лейта, перефармом почти в 9000. Да, ласкарты, если ага выигрывает. Хороший контроль дал, ну все. Это неплохо хп, если Джинк вылетит, у нее нет ульти... А, все, Джинк не улетит, у нее нет ультимейта. Без шансов. Была бы ульта, я бы поверил в то, что Джинк задефает это. Пытается улететь, пытается отпушить. Смайт нажала. Отпушила, кстати. Крипа. Это самое важное, что она могла сделать в этой ситуации. Успеть нажать файт крипа. Ой, файт смайт. Что она, в принципе, и сделала. Равахалов, давно не был на стриме, тебя с наступающим Новым годом. Спасибо всем большое. Взаимно. Нужно 3-3, да, я бы тоже 3-3 посмотрел. Финальную карту. Но, судя по прессингу, такого варианта может и не быть. Прикинь, ты играешь 5 карт, где твои оппоненты играют через сейв. И в моменте шестую карту они решают играть через агрессию. Вот и все. Ты просто потерян. Ты не ожидаешь такого геймстайла. Ну, мы его только по пику ожидаешь. Исходя из пика, да, можно предположить, что они будут агрессивно играть. Но... Финально привыкаешь к геймстайлу. Уже больше 10 тысяч перефарм. Минус вышка еще одна. Но мне кажется, тут мало шансов очень. Комментаторы типа рассказывают, что там есть шансы, можно файтить. Можно забирать каждую монетку, пытаться камбэкнуть, но... Камбэкнуть пытаться нужно, но... Шансов-то мало. Усиленный дракон по бутлейну идет. Им сейчас 3 следа одновременно дефать. Надо хотя бы одного дракона уже было упарываться, убивать хотя бы одного крипа, потому что значит просто зайдут и заулынят трон, что в принципе происходит. Unlike. AG победители, которые забирают почти 3 ляма бачи. Он плачет, что ли? Или мне показалось? Да. Расплакались. Все, пускайте хок, да. Поздравляем победителей, теперь на базу. Как говорил, 3-3, а 4-2 счет, по идее. Да? Я ж не путаю ничего. Как говорится, с детства за G. Почему они все без скинов? Они Хедрик, они как раз таки в скинах. Поэтому некоторые чемпионы непонятны. Максимальное качество стоит. Почему стык плывет? Эти мишуры это?
Или самотрансляция, какая-то такая, что плохого. Зи был плохим вариантом, когда ты рядом. Ну, Зип вообще не зашел, я даже не видел нормальной реализации этого чемпиона. А что, есть шансы? Шансы существуют? А ну, это, погоди, время сколько в этом? Чекну. Не, у них уже 21-22. Пропустили гранд анонсмент. Это, по идее, вот этот чувак, который пел, был гранд анонсментом. This is a very touching moment for AG, celebrating for their final triumph. But still, it's a very sad story for Beijing. Wave will make it so far. Меня опять проседает, походу. F? Да, возможно, F. Invincible AG. This time they failed, but one thing Или нет. is that they still have another opportunity in the future. We will right there waiting for your comeback, Beijing Weibo. That's right. Congratulations to А ну, the был one нет and пока. only team, Chengdu AG, on winning the 2023 Да не обязательно, что на этом будет KIC анонс. and we're gonna listen in. Контент-мейкеры могут анонс давать. Если уже все форсят дату, это февраль. Ну, не дату, а месяц. Какая-то инфа есть? I know your personal goal is to challenge for every single great announcement in junglers in KBL. What's the game and the goal for you tonight? I'm super excited. Это лицо чувака, который выиграл 3 ляма долларов на команду. I wanted to thank For my teammates and my coach teams for my support, and you know they're always going to be there supporting me. And it's going to be Shara who's going to take the interview. Инфи давал дизинфе. We're so glad to Но он see не давал that. дизинфу, он сказал, что будет какой-то грант анонсмент в такое-то время. Все верно. Грант анонсмент был, какой-то кей-попер вышел, попел. Мы прикололись, посмеялись. И все. So what might be your expectation after this? Пипец они Go потные. for Если another title. б не пикселил экран у меня, там прям видно, Next, что лоб потный у one чуваков. challenge it's your turn. You have become the champion as a mid laner, final champion KIC. What's your feeling? I got criticized, we got challenged that much before I entered to the club of AG, but this will be the moment I want to say it. What else do you have? Those haters, I'm standing up from so high, holding the trophy. I'm so grateful for my teammates. They're there, standing our back, shouldering me up, like giving me those trust I really need so that we can hold the trophy together today. And definitely, it is going to be Ino Shubichen's time. Инет, не умирай. Пожалуйста. Хватит, остановись. Thousand audiences staying in the arena, looking at every single possible answer and moving and performances from you, and you are like given extra better performances than like early on previous one. Let's see Irie, every single time the dive in is just right at the spot. Yeah, I totally agree with you. To me, Shannon is just like the man behind Да, the F, scenes, you know. был F, но A уже lot of вернулся. highlight can be seen from the rest of the members. He's just gonna, Да, you know, зал keep огромный. silent and, Там его сверху еще just показывали, making там his просто own он... movement and just somehow Арена it's just целая. gonna surprise everyone. And also speaking to his history, speaking to his play in the Давайте до league, конца досмотрим, actually, вдруг что-то еще until the скажет. Chandler Cup, they still did the rotation on the top lane, I mean on the side of AG, right back into the summer season. But after he make it as a secure position to be played on the top lane, and they just grabbed the runner-up in the Chandler Cup, and right now to see they got the match point in the final of the KIC by this splendid Irie pick. Yeah, definitely Irie came out of nowhere. I feel like he always has that Irie available for him, but he really
use it that much. So bringing it out in this one really, really surprises me. And this match point in this next match for AG is going to be another exciting point because also we're going to see that Weibo pulling it back. Will they make another miracle happen? I'm expecting them to choose Jing. Definitely, they haven't used that hero yet. So maybe we're saving it for Ling He. Definitely this next match is going to be full of excitement. And I just literally can't hear myself right now inside the stadium. Yeah, because you know it's super clear that whether it's going to be AG4 to Weibo grab the trophy or it's going to be Weibo make it to the ultimate battle. I think as a caster Сейчас еще and покажут audience лучшие is моменты. enjoying this game really much. We obviously we're looking for the ultimate medals. So it comes down to one topic and one fact. What are the remaining cards? From side of Weibo, that's it. The past is already in the past. Let everything Что с интернетом? Ну, go. What you have просто какой-то unlucky. in your pocket, only aiming at the future. Не висни, не висни. Я в задержке смотрю. Only aiming at the А, это front. меня откинуло. All your guys, the supports, coming along to Chengdu, celebrating together with us for the trophy, for the triumph for AG. This is a Очень very счастливый стрим, как бы трудно не было смотреть, успешно, да? Спасибо, что пришли, посмотрели. Удачи. С наступающим всем. Да, бля. Просто калит. We've been all been waiting for, and they finally did it. They finally did it in their hometown. I think, yeah, Как будто фильм nothing посмотрел какой-то. is worth mentioning at this very moment. Silence is everything we have to give them because they worked so hard for today. 4 years. Да, все, It's мы уже really увидели long победителей, for увидели AG много чего. sports Давайте players, покажите нам for a что-то интересное. Анонс какой-то сделайте. lot of the Ну, esports players, да. actually, their Надо whole что с этим будет careers делать, does это not Unreal. last for 4 years. They've been hidden in the darkness for such a long time. I mean, this is such a massive moment for these 5 members, this team. Just like what their slogan said, right? As long as holding the honor deep in your heart, the glory is always waiting on your path. And what couldn't be better is that they're at Chengdu, their hometown. They're walking around the stadium. This is definitely their moment right now. Showing the love, the support of the audience, the fans, been waiting for so long, and they have done it. 4 years, and they have reached the top of the Кто mountain, не знаешь игру, reaching the персов, просто смотреть на pinnacle файт и of не their понимаешь, что вообще career. происходит. Бывает. Go on, tell me who you are. You are the new champion. You are the new champion. It's going to be Chengdu AG. Ладно, я так понял, что никакой информации не будет. Ну, все равно досмотрю. Для галочки. Послушать, может быть, что-то полезное скажет еще. Или уже офнуть, потому что у меня инет просто погибает. Инет просто мертвый. Это булочки берут или что это? А, игрушки какие-то кидают. Мягкие. 现在登录游戏即可以特惠价格购买签名信物，后续版本更新后即可在背包内进行兑换。银河战舰再梦归来，让我们再次一同为他们在游戏里留下的冠军印记喝彩！ Ой,
Ну да. User information. Гимн турнира на фоне играет, да? У них даже гимн турнира есть. Так. И сейчас ничего не произойдет, да? Дальше какие-то нарезки будут, пока зал расходятся. Ну покажите нам аналитиков, которые скажут, вот так-то, так-то. Что происходит? Зачем они встали в линейку? Официальная церемония награждения. AG. All right, let's invite the Clash Lane of AG, Sharon. Clash Lane, ну то есть топ. Ничего не скажут. И все. And let's invite the champion, Jungle Jungi, to the stage. Ну давайте, я тогда офну. Если что-то, ну досмотрю до конца, если что-то будет интересно, я в телегу себе скину. Спасибо всем, кто пришел, посмотрел, что происходит. Разобрали игры. Ну как разобрали, посмотрели их больше, да, я... Без базы знаний комментировать сложно, анализировать сложно. Просто красивая игра, красивая ротация. Интересные этапы, драфт. Да, все, у меня уже умирает интернет. Поэтому всем спасибо, кто пришел еще раз. Всем удачи и... Всем пока. Нет, инка анонса не было.